Эта история начинается в день, когда обычный на вид ученик Аяна Коджи Киевитака едет в новую школу, токийскую столичную школу для одаренных детей. В автобусе Аяна Коджи наблюдает за происходящим. Блондинка просит пассажиров уступить место пожилой женщине, чтобы та могла отдохнуть во время поездки. Большинство учеников отказываются уступить место. К счастью для пожилой женщины, кто-то уступает ей место, и поездка продолжается. Аяна Коджи добирается до своей новой школы и идет в свой класс. По дороге его останавливает девушка и спрашивает, почему он смотрел на нее в автобусе. Аяна Коджи спокойно отвечает, что просто смотрел на нее и ничего не значит. Девушка бормочет что-то еще, и Аяна Коджи ждет, пока она закончит, прежде чем пойти в класс. Итак, Токийская столичная школа – это престижное учебное заведение, которое гарантирует 100% трудоустройства после окончания школы и принимает только лучших учеников Японии. Аяна Коджи присоединяется к другим первокурсникам, которые слушают приветственную речь президента студенческого совета. Пока президент выступает с речью, Аяна Коджи узнает, что он учится в одном классе с той дерзкой девушкой из автобуса. Хуже того, они сидят рядом. После ознакомительной лекции ученики 1 Д-класса, в котором учится Аяна Коджи, собираются в классе и ждут, когда появится их классный руководитель. Пока они ждут, временный староста класса просит всех представиться, чтобы они могли легче выбирать друзей. Пока остальные представляются, Аяна Коджи гадает, чем он может быть полезен. Он боится, что одноклассники будут его презирать, ведь в нем нет ничего интересного. Когда наступает его очередь, Аяна Коджи кое-как представляется и рассказывает одноклассникам о своей скучной жизни. Но ученики все равно ценят его старания и хлопают ему. В этот момент входит их классный руководитель. Она представляется как Чибаширо-сенсей и раздает ученикам брошюры с правилами школы. Затем она объясняет особые правила школы и говорит, что ученики будут жить в общежитии и им будет разрешено выходить из школы только в особых случаях. Но не стоит беспокоиться, потому что в школе есть все, что нужно обычному подростку, включая кинотеатр для развлечений и красивый парк для отдыха. Кроме того, Сей рассказывает ученикам о валюте, которой они будут пользоваться в школе. Каждому ученику выдается 100 баллов, которые он может потратить каждый месяц на покупку вещей только в пределах школы. После уроков Аяна Коджи идет в супермаркет на территории кампуса, чтобы купить кое-что необходимое. Там он встречает ту дерзкую девушку, с которой познакомился раньше. Он спрашивает, как ее зовут, и она отвечает, что ее зовут Харикита Сузуни. Он замечает, что она покупает только дешевые вещи, несмотря на то, что у нее много баллов. Он пытается завязать с ней разговор, но она просто отталкивает его, говоря, что ей не нужны друзья. В этот момент они слышат чей-то крик. Они идут посмотреть, что случилось, и видят, что один из их одноклассников, Псевдо, ввязался в драку с учениками 1 класса. Аяна Коджи останавливает драку и продолжает свой день. Через несколько дней одноклассники Аяна Коджи начинают объединяться в группы. Аяна Коджи понимает, что у него совсем не получается заводить друзей. Он идет по коридору и встречает Кашию, которая просит его поговорить с ней. Кушида просит Аяна Коджи рассказать ей что-нибудь о Сузуне, потому что она хочет с ней подружиться. Занятия в школе продолжаются до конца дня, и Сей проводит заключительную лекцию. После занятий Сузуна говорит Аяна Коджи, что Сей была слишком снисходительна к ученикам. Оказывается, ученики просто бездельничали, не обращая внимания на то, что Сей была рядом. Аяна Коджи просит Сузуну пойти с ним в кафе, и она неохотно соглашается. Когда они приходят туда, они находят свободный столик и устраиваются там. Кушида встает со своего места и подходит к ним, чтобы поговорить с Сузуной. Сузуна чувствует что-то неладное, когда Кушида подходит ближе. Она встает и уходит. Кушида просит ее стать ее подругой, но Сузуна отказывается и уходит. На обратном пути в общежитие Аяна Коджи встречает друзей Кушиды и учеников из других классов. Они обсуждают систему баллов и сколько им дают тратить каждый месяц. В конце концов, Аяна Коджи спокойно возвращается в общежитие. В ту ночь Аяна Коджи думает о том, как плохо его одноклассники потратили свои баллы. Он также задумывается о том, как они относятся к занятиям, и решает, что пора заканчивать. На следующий день начинается новый месяц. Это значит, что ученики получают новые баллы. Сей величественно входит в класс и мстит ученикам за то, что они игнорировали ее занятия. Она говорит им, что школа начисляет баллы только на основе оценки классного руководителя за урок. Сьюзен говорит своим ученикам, что она их совсем не оценивала, поэтому в этом месяце они не получат ни одного балла. Ученики класса D восприняли эту новость довольно спокойно. Многие из них пошли в бассейн, чтобы освежиться после занятий. Сузуна подходит к Аяна Коджи возле бассейна, и они смотрят на красивую и пышногрудую Кию, которая играет с другими девочками в бассейне. Сузуна спрашивает Аяна Коджи о системе S, которая ранжирует классы от A до D в зависимости от их успеваемости и отношения к учебе. При поступлении каждому ученику дается 100 баллов, которые будут уменьшаться каждый раз, когда он сделает что-то плохое. К концу месяца у класса D, самого успешного класса на первом курсе, не осталось ни одного балла из-за их безразличного отношения к учебе. Чтобы вернуть баллы, им нужно будет сдать тесты и экзамены, а также доказать школе, что они заслуживают баллы. Аяна Коджи напоминает Сузуне, что она одна из тех, кто проиграл, и ей не придется работать с ними, если она хочет обогнать остальные классы. Сузуна смотрит на руки Аяна Коджи и спрашивает, занимается ли он спортом. Аяна Коджи отвечает, что нет. В этот момент из бассейна выходит Кашиба и предлагает Сузуне поплавать с ней. Сузуна снова отказывается и продолжает свой путь.
Вскоре староста класса собирает всех и говорит, что им нужно работать вместе, если они хотят получить больше баллов. Сузуна стоит и с отвращением наблюдает за ними с другого конца бассейна. В нескольких метрах от нее президент студенческого совета поздравляет двух учеников с результатом 940 баллов. После перерыва на обед ученики возвращаются в класс и переодеваются. Сузун приглашает Аяна Коджи пообедать вместе во время перерыва. Аяна Коджи не хочет ввязываться в это, но Сузун говорит, что у него нет выбора. Она дает ему свой номер телефона и просит подумать. Аяна Коджи приглашает свою группу для подготовки к экзаменам самых отстающих учеников класса. Вечером Аяна Коджи звонит Кашиде по внутренней линии и просит ее помочь. Кашида берет трубку и спрашивает, в чем дело. Аяна Коджи просит ее помочь отстающим ученикам в классе. Кашида соглашается и дает Аяна Коджи свой номер телефона. После звонка Аяна Коджи узнает, что Кушида уже привлекла 3 самых глупых учеников. Он звонит Сузун и спрашивает, можно ли Кушиде заниматься с учениками. Сузун говорит, что не может этого допустить. Кушида узнает об этом и решает что-то предпринять. На следующий день Аяна Коджи, Сузун и Кушида проводят небольшое собеседование с отстающими учениками. Как и ожидалось, Сузун унижает каждого ученика, и они уходят, не пройдя собеседование. После их ухода Сузун сожалеет, что попросила Аяна Коджи и Кушиду о помощи. Кишида встает, чтобы уйти, и обещает разобраться с этим вопросом. Сузуна очень обижается и спрашивает Кушиду, в чем была ее настоящая цель. Кушида уходит в слезах, а Аяна Коджи просто сидит и наблюдает за происходящим. Той ночью Аяна Коджи выходит из общежития, чтобы что-то взять. Он встречает Сузуну и президента студенческого совета. Президент — ее брат, и ему очень стыдно за сестру, которая попала в самый отстающий класс во всей школе. Он хватает Сузуну и собирается ее ударить. Аяна Коджи, наблюдающий за происходящим, вмешивается и спасает Сузуну от травмы. Президент нападает на Аяна Коджи за то, что тот прервал их разговор, но тот уклоняется от каждого удара. Президент впечатленно спрашивает Аяна Коджи о его прошлом. Оказывается, Аяна Коджи специально получил 50 баллов на вступительных экзаменах, чтобы попасть в класс D. Президент вскоре уходит. Аяна Коджи и Сузуна садятся где-то в школе, чтобы поговорить. Сузуна спрашивает его, подтасовал ли он свои оценки на экзамене, как сказал ее брат. Аяна Коджи говорит ей, что это просто совпадение, а затем рассказывает об учениках. На следующий день и еще несколько дней после экзаменов все идет своим чередом. Через несколько дней после экзаменов Сэйи объявляет классу результаты и поздравляет их с отличной сдачей. Весь класс радуется, узнав, что они сдали промежуточный экзамен. Все благодарят Кушиду за то, что она помогла им подготовиться к самым сложным предметам. За 3 дня до экзамена Аяна Коджи снова видит, как псевдобойцы дерутся с учениками из класса С. На этот раз их босс, Рюан, подходит, чтобы подразнить парня с проблемами с контролем гнева. Судзуо держат на земле и почти что используют как игрушку, если бы не Ито из класса Б, который вовремя вмешался и остановил драку. Рюэн и его дружки вынуждены оставить Судзуо в покое. Аяна Коджи тоже вмешивается и говорит Судзуо, чтобы тот в следующий раз не терял самообладание. Когда драка заканчивается, Аяна Коджи просит Судзуо присоединиться к Кошиге на уроке. Судзуо отказывается и идет на тренировку по баскетболу. После тренировки Сузу встречает Судзуо у входа в аудиторию и рассказывает ему, какие темы они проходили на уроке. Она говорит, что ему нужно учиться, если он хочет продолжать играть в баскетбол в школе. Судзу соглашается и идет домой. На следующий день Кашида встречает Аяна Коджи в столовой, чтобы купить у второкурсника ответы на вопросы по промежуточному тесту. Они предлагают заплатить 10 баллов за ответы и считают, что это хорошая сделка. Парень говорит, что хочет 30, но Куши и Аяна Коджи договариваются о цене в 15 баллов. Парень соглашается на новую цену и сразу же приступает к делу. После обеда Аяна Коджи и Куши выходят на улицу. Кушида спрашивает, законно ли это – покупать ответы на вопросы. Аяна Коджи отвечает, что это совершенно законно и не противоречит школьным правилам. В этот момент парень присылает им нужные ответы. Аяна Коджи сверяет их с ответами 3-летней давности и обнаруживает, что это те же вопросы. Кушида сразу же радуется, но Аяна Коджи просит ее сказать всем, что это она получила ответы, потому что он пока не хочет привлекать к себе внимание. За день до экзамена Кушида раздала одноклассникам прошлогодние тесты и сказала, что нужно усердно готовиться. Все вздохнули с облегчением и поблагодарили ее за помощь. А сейчас Сей рассказывает, что хотя большинство сдали экзамен, был один человек, который не смог набрать проходной балл. Этот горячий баскетболист Аяна Кадзи получил 39 баллов вместо 40, необходимых для сдачи экзамена. Теперь его могут отчислить. Все одноклассники пытаются уговорить Сей отменить отчисление. Но она отказывается и уходит из класса. Аяна Кадзи идет за ней на крышу и говорит с ней о правилах и добродетели. Сей просит его перейти к делу, и Аяна Кадзи спрашивает, сколько баллов ему нужно набрать, чтобы остаться в классе вместе с ним. Сей смеется и говорит, что это невозможно. Аяна Кадзи спрашивает, сколько баллов ему нужно потратить, чтобы она передумала. Сей говорит, что 100 баллов. У Аяна Кадзи нет столько баллов, поэтому он пытается найти другой способ.
К счастью, к ним присоединяется Сузуне и предлагает заплатить половину суммы вместе с Аяна Кадзи, чтобы купить баллы для Аяна Кадзи. Синг улыбается, понимая, что у нее нет выбора, кроме как согласиться на сделку. После уроков Аяна Кадзи благодарит Сузуне за помощь. Сузуня говорит, что сделала это только ради себя. Аяна Кадзи говорит, что она не притворяется, будто специально получила низкий балл, чтобы глупые ученики в классе не чувствовали себя обделенными. Суджон наказывает его за то, что он сказал это вслух. Несколько часов спустя все ученики собираются в комнате Аяна Коджи, чтобы отпраздновать возвращение Сузу в школу. Они спрашивают Аяна Коджи, как ему удалось переубедить Сузу, но он отвечает, что это сделала Кушида. После вечеринки Аяна Коджи и Кушида остаются, чтобы прибраться, прежде чем пойти спать. Перед уходом Кушида спрашивает Аяна Коджи, нравится ли ему Сузу. Аяна Коджи отвечает, что она всего лишь его соседка. Кушида благодарит его и уходит. Но прежде чем она успевает уйти далеко, Аяна Коджи замечает, что она забыла свой телефон. Он идет за ней, но не находит ее в комнате. Он следит за ее передвижениями и видит, как невинная Кушида ругает Сузу за то, что та была с ней слишком строга. Аяна Коджи разоблачен, и он показывает свое лицо. Кушида превращается в монстра, готового сожрать любого. Она спрашивает, видел ли он, что она только что сделала. Аяна Коджи отвечает, что ничего не видел, но на самом деле он лжет. Кушида угрожает ему, что если он хоть словом обмолвится о том, что видел, она обвинит его в изнасиловании и положит конец его карьере. Неожиданный поворот событий, не так ли? Аяна Коджи обещает молчать, и Кушида снова становится невинной. На следующий день учитель в классе 1Б объявляет, что у них изменились баллы. Аяна Коджи заходит в лифт вместе с Кушидой и Сузу, когда они идут на занятия. Аяна Коджи вспоминает, в каком состоянии он нашел Кушиду прошлой ночью, и удивляется, что она снова рядом с Сузу. Сузу останавливается на полпути и выходит из лифта, оставляя Кушиду с грустным выражением лица. Ичиноси подходит к ним и спрашивает, получили ли они свои баллы. Очевидно, что Наа — это Аяна Коджи, и Кушида удивляется ее вопросу. На уроке Сей рассказывает ученикам, что в программе распределения баллов возникла проблема. Ученикам первого класса придется подождать, пока им сообщат результаты. Ичиноси просит Аяна Коджи встретиться с ней после уроков. Он приходит в уединенное место в школе и видит, что Ичиноси уже ждет его. Ичиноси сразу переходит к делу и просит Аяна Коджи притвориться ее парнем. Она говорит, что нашла любовное письмо в своем шкафчике и не хочет ранить чувства отправителя, сказав ему «нет». Если Аяна Коджи согласится побыть ее парнем хотя бы неделю, то, возможно, отправитель поймет намек и перестанет ее преследовать. Аяна Коджи говорит, что не хочет участвовать в этой драме и что она должна сказать отправителю, что чувствует на самом деле. В это время Шикара, отправитель письма, встречается с Ичиноси. Аяна Коджи дает им возможность поговорить наедине. Позже Шикара выбегает из класса в слезах, как будто ее только что отвергли. Ичиноси выходит с улыбкой на лице и благодарит Аяна Коджи за помощь. Аяна Коджи возвращается в класс после встречи с Ичиноси и видит, как псевдо громко кричит и рассказывает коллегам, что его спровоцировали напасть на учеников из класса С. Он заходит в класс и сообщает, что ученики из класса С подали жалобу на псевдо за то, что он из мести подрался с 3 их учениками. Псевдо говорит, что действовал в целях самообороны, но никто из коллег ему не верит. Учитывая, что он плохо контролирует свой гнев, вполне возможно, что он мог так поступить. В тот вечер Рюан, глава класса С, развлекался в школьном баре. Один из его прихвостней пришел и рассказал о случившемся с псевдо. Вместо того, чтобы утешить его, Рюан приказал вышибали сделать так, чтобы он выглядел как жертва. На следующий день Сузун спрашивает Аяна Коджи, не жалеет ли он, что не исключил псевдо, когда у них была такая возможность. Аяна Коджи говорит ей, что их классу не будет пользы, если они потеряют кого-то из своих товарищей. Повышение в рейтинге класса — это командная работа, и им нужны все руки на палубе. В этот момент староста класса собирает всех, чтобы помочь доказать невиновность псевдо. Все, включая Аяна Коджи, соглашаются помочь ему. Сузун отказывается отвечать и просто уходит. Кушида встречается с Аяна Коджи и назначает встречу с ним и 2 другими учениками после школы. В тот же вечер у фонтана к ним присоединяется Ичиноси и предлагает помочь Аяна Коджи и его товарищам. Аяна Коджи отказывается от ее помощи, так как подозревает, что у нее есть скрытый мотив. Ичиноси говорит Аяна Коджи сохранять спокойствие, и она просто хочет помочь им. Позже в тот же день все начинают расследование преступления, чтобы выяснить, кто виновен. В какой-то момент Ичинося получает анонимное сообщение с информацией о следующем подозреваемом. Она хочет заплатить этому человеку несколько баллов, но не знает, как это сделать, потому что он анонимный. Аяна Коджи помогает ей и узнает, что у нее 2,6 миллиона баллов, а не 100, как она должна была иметь. В тот же вечер все ученики встречаются в комнате Аяна Коджи, чтобы обсудить свои находки. Вскоре к ним присоединяется Сузун. Она рассказывает группе, что это она отправила анонимное сообщение. Она была единственной, кто видел, как произошла драка. Но сейчас Сакура, которая находится в темной комнате, получает звонок от Кусиды, но не отвечает на него. Сузуни говорит, что не стоит беспокоиться о ней, потому что ее показания не имеют значения. Позже, той же ночью, Кусида приходит к Аяна Коджи, чтобы поговорить о деле. Они гуляют по кампусу, и Аяна Коджи начинает говорить с ней о преступлениях и прочем. Кусида спрашивает Аяна Коджи, действительно ли он знает все о Сузуне. Аяна Коджи отвечает, что невозможно знать все о человеке. Кусида собирается что-то спросить, но останавливается на полуслове и уходит. На следующий день Кусида встречается с Сакурой и расспрашивает ее о преступлении. Сакура поспешно убегает и извиняется за то, что ничего не сделала.
Оказывается, она не хочет вмешиваться в это дело, потому что боится, что это раскроет ее тайну. Аяна Коджи видит, как Сакура убегает от Кусиды, и задается вопросом, что она может скрывать от всех. Он догадывается, что она, вероятно, играет в онлайн-игры, но пока не может подтвердить свои подозрения. Позже Сакура встречается с Аяна Коджи и Кусидой в торговом центре на территории кампуса, чтобы починить камеру, которая сломалась, когда она ударила Кусиду. Жутковатый мастер по ремонту техники проверяет камеру и решает, что ее можно починить, так как она все еще на гарантии. Пока он проверяет камеру, он становится очень странным и пугающим и просит у Сакуры номер телефона и другие контактные данные. Сакура, боясь, что этот парень окажется маньяком, не хочет давать ему свои контакты. Айнакадзе заполняет свои данные и говорит парню из техподдержки, чтобы тот связался с ним, когда ремонт будет закончен. Сакура благодарит Аянакадзе за помощь в торговом центре, и они отдыхают под его навесом. Кусида уходит в туалет, оставляя Сакуру наедине с Аянакадзи. Сакура спрашивает у Айнакадзе совета, стоит ли ей давать показания или нет. Аянакадзи говорит, что она должна поступить так, как считает правильным. Сакура долго думает над своим решением. Аянакадзе вмешивается и говорит, что она должна дать показания ради себя, а не ради кого-то другого. Кусида возвращается и просит Аянакадзи встретиться с ней вечером. Когда они встречаются вечером, Кусида рассказывает о тайной жизни Сакуры. Подозрения Аянакадзи подтверждаются. Сакура — вебкам-модель. Очки, которые она носит, скрывают ее истинную сущность, когда она в школе. Пока они разговаривают, Сакура отправляет Кусиде сообщение, что она даст показания. На следующий день Сузуня обвиняет Аянакадзи в том, что он слишком дружелюбен с Кусидой и игнорирует ее. Аянакадзи сохраняет невозмутимое выражение лица и переходит к важным деталям. К полудню избранных учеников из классов 1D и 1C вызывают в студенческий совет для судебного разбирательства, где президент выступает в роли судьи. Аянакадзи присутствует там вместе с Кусидой, Сузуня и Псевдо. Представители класса 1C тоже там со своими адвокатами. Прочитав подробности дела, Псевдо вспыхивает и говорит, что это он начал драку. Когда приходит время Сузуня выступить, Аянакадзи видит, что она растерялась, боясь, что ее брат будет в зале суда. Аянакадзи возвращает ее к реальности и говорит, что она должна выступить в защиту Псевдо и класса. Когда она приходит в себя, она допрашивает учеников класса 1C. Она задает им наводящие вопросы и говорит, что не может быть, чтобы один парень справился с 3 сильными мужчинами и не получил при этом травм. Мальчики отказываются признаваться, и Сузун просит свидетельницу Сакуру дать показания. Сакура выступает и рассказывает комиссии все, что видела в тот день в спортзале. Адвокат класса С быстро опровергает ее показания, ссылаясь на слухи. Сакура говорит, что у нее есть доказательства на флешке, и показывает их. Председатель комиссии забирает флешку и включает запись. Там они видят компрометирующие фотографии, но продолжают прокручивать, пока не находят ту, на которой мальчики держат и угрожают Псевдо. Увидев эту фотографию, адвокат отказывается от наказания и просит отстранить обоих учеников от занятий. Он спрашивает мнение Сузун по этому поводу, но она отказывается соглашаться на что-то меньшее, чем правда. Затем она поворачивается к брату и спрашивает его мнение. Председатель комиссии наконец говорит, что заседание переносится на 4 часа дня следующего дня. После заседания Сакура извиняется за свою некомпетентность. Айнакадзе говорит ей, что она должна гордиться тем, что помогла им. В этот момент председатель выходит на улицу и разговаривает с Айнакадзе и Сакурой. Он спрашивает, могут ли они действительно доказать невиновность мальчиков. Айнакадзе отвечает, что может и сделает это. Сакура немного рассказывает о своей жизни. Она была одинокой, депрессивной девушкой, привыкшей быть изгоем. Она думала, что ее тайная работа никак не повлияет на нее, пока однажды в школе не случилось вот что. Один из ее поклонников прислал ей угрожающее сообщение. На следующее утро Сакура находит свои фотографии в раздевалке. Аяна и Сузуня обсуждают свой следующий шаг. Аяна хотел бы, чтобы в спортзале были камеры наблюдения, чтобы они могли просто посмотреть записи. В конце концов, они придумывают гениальную идею, которую позже реализуют. Тем временем Аяна находит Сакуру в классе и благодарит ее за помощь в оправдании Псевдо. В ответ Аяна обещает защищать ее. Сакура благодарит его и рассказывает кое-что еще. Но тут Аяна получает сообщение от Сакуры, что она уже отправила письмо. Аяна должен уйти и спуститься на баскетбольную площадку. Сэр Сузуня отправил мальчикам из класса сообщение с телефона Кусиды, чтобы они не смогли его проигнорировать. Когда они приходят на площадку, то видят там Аяна. Один из парней собирается уйти, но Сузуня останавливает его и говорит, что они должны выслушать Аяна. Когда они уже собираются уходить, Сузуни показывает им камеры наблюдения, которые они установили несколько минут назад. Так как мальчики не знали, когда их установили, они были уверены, что весь бой был записан на видео. Они начинают нервничать, и Аяна успокаивает их. Он говорит так, чтобы они еще больше испугались. Мальчики не знают, что делать. Если они продолжат настаивать, и школа узнает, что они лгали, их точно исключат. Единственный способ избежать этого, который предлагают Аяна и Сузуня, это отозвать свои жалобы и сделать вид, что ничего не произошло. Один из парней достает телефон, чтобы позвонить Рюаню, но Сузуни говорит, что они не могут этого сделать. В конце концов, они сдаются и забирают жалобу. В тот же вечер Сакура замечает, что за ней следит какой-то сталкер. Аяна Коджи тем временем встречается с Ичиноси, чтобы обсудить свою победу над хулиганами из класса. Он получает сообщение от Сакуры с просьбой о помощи и отвечает на него. Через несколько секунд после звонка одержимый сталкер догоняет Сакуру и прижимает ее к земле. Он угрожает ей, что если она не будет следовать за ним, то он выложит в сеть все ее секреты. Затем он пытается расстегнуть блузку Сакуры, но не успевает, потому что появляется Аяна Коджи и фотографирует его.
Оказывается, что сталкер — это парень, который чинил камеру Сакуры. Теперь его жизнь разрушена, и Аяна Коджи обещает превратить ее в ад. Вскоре приезжает полиция и арестовывает его. Сакура говорит ему, что никогда не считала его своим поклонником, и советует ему убираться к черту. После этого Аяна Коджи показывает Сакуре, как он нашел ее, и говорит ей, чтобы она не опускала голову и гордилась собой, кем бы она ни была, с брекетами или без. Сакура краснеет и встает. В другой части школы она встречает Сузуну и спрашивает, как им удалось заставить классы собрать жалобу. Сузуна снова начинает грубить и нести чушь. Она дает ей один совет – узнать все, что можно об Аяна Коджи, пока не стало слишком поздно. У Аяна Коджи есть какой-то секрет или особенность, которая выделяет его среди всех в школе. В тот же вечер Аяна Коджи случайно встречает президента студенческого совета. Президент так впечатлен его действиями по этому делу, что предлагает ему должность секретаря. Но Аяна Коджи отказывается, так как не хочет больше никаких проблем. В этот момент Рюан наказывает парней за то, что они отозвали жалобу, и спрашивает, кто им угрожал. После того, как они назвали имена, Рюан выходит на ринг и встречается с учениками класса А, обещая разобраться с ними и их планами. Тем временем Аяна Коджи встречается с Сузуной, которая обвиняет его в том, что он подделал улики, чтобы заставить парней из класса D отозвать жалобу. Аяна Коджи просто уходит, но Сузуна останавливает его и спрашивает, кто он на самом деле. Аяна Коджи вспоминает свою прошлую жизнь, которая была не очень хорошей. Он смотрит Сузуне в глаза и говорит, чтобы она никогда не лезла в его жизнь. Сузуна в шоке. Через несколько недель ученики сдают итоговые экзамены и уходят на летние каникулы. Однажды утром Сузуна просыпается и собирается на пляж. За несколько дней до этого группа парней из класса D собирается за углом, чтобы обсудить важную миссию по избавлению от одиночества – подглядывание в женской раздевалке. Перенесемся в настоящее время. Сузуна берет купальник и идет к бассейну, чтобы присоединиться к остальным. По дороге она встречает двух влюбленных, Хараду, старосту класса, и его новую девушку Ки, которые приглашают ее чаще присоединяться к их занятиям. Сузуна отказывается и идет к остальным на автобусную остановку. Там она встречает Кушигу, который ведет себя очень оживленно, и удивляется, почему Куши все еще общается с ней, несмотря на ее стервозное поведение. В это время трое веселых друзей, Суна, Ика и Ямаучи, подошли к нему на автобусной остановке и проводили его до бассейна. Когда они пришли, девочки собрались в раздевалке, чтобы переодеться. Они обсуждали, как близко Аяна Коджи общается с девочками. Кушида пыталась заставить Сузу ревновать, но у нее ничего не вышло. В другом месте один из студентов напомнил своему товарищу по радио, что нужно закончить операцию и заглянуть в женскую раздевалку, пока девочки не ушли домой. Псевдо и Ика стояли на страже, стараясь не подпускать людей к бассейну и раздевалкам, пока они не закончат. Когда Кушида что-то заподозрила, они предложили поиграть в волейбол, чтобы скоротать время. Девочки не хотели играть, но в итоге согласились и повеселились. Тем временем Ямаши притворился уборщиком и пробрался в раздевалку, повесив табличку «Не входить». Девочки собрались у двери, ожидая, пока уборщик закончит. Ямаши пытался установить камеру на потолке. Кушида все время спрашивала, где Ямаши, и собиралась зайти в раздевалку. Я быстро дал знак четвертому парню, который следил за ними, чтобы они прервали операцию, пока еще есть время. Четвертый парень позвонил Ямаши и сказал, что у него мало времени, поэтому он должен прерваться. Через несколько минут Ямаши выбежал из раздевалки и присоединился к остальным на волейбольной площадке. Ай притворился, что у него болит живот, и побежал в раздевалку, чтобы закончить работу Ямаши. Рю и его дружки проходят мимо туалета и останавливаются у входа, увидев табличку «Не беспокоить». Их четвертый приятель подает псевдознак, чтобы тот зашел в туалет. Псевдо бежит в туалет, получив сигнал. Он добирается до уборной и пытается не пустить туда Аяна Коджи. Между ними начинается перепалка. Но тут вмешивается королева класса А и гасит всю негативную энергию между учениками. Президент тоже делает шаг назад и следит, чтобы никто не подрался. Тем временем Ика теряет уверенность и почти сдается. Но четвертый приятель говорит ему, что нельзя сдаваться после всех часов, потраченных на подготовку. Ико снова обретает уверенность и продолжает работать. Суда практически никого не пускает в раздевалку. Аяна Коджи, который перехватил сигнал четвертого приятеля, просит Судзуну выступить перед классом D и рассказать, как они добрались до вершины. Она старается не терять времени, пока Ика заканчивает работу. Она произносит речь, и все в восторге. Ика успевает закончить установку камеры и выходит из раздевалки. Когда она заканчивает, то пробирается в раздевалку и удаляет все камеры, установленные командой, а потом присоединяется к Аяна Коджи у бассейна. Аяна Коджи решает развлечься и толкает ее в бассейн. Двое других присоединяются к ним, и все отлично проводят время. Той ночью Судзуна засыпает с фотографией, на которой она и ее друзья веселятся в бассейне. Аяна Коджи присоединяется к Сэш, которая смотрит школьную пьесу об Икарисе и его отце на роскошном круизном лайнере. Похоже, школа организовала для учеников круиз на яхте, чтобы они могли провести летние каникулы с пользой. Аяна Кадзи это не понравилось, и он назвал это пустой тратой денег налогоплательщиков. Он прямо сказал, что к ним приходил какой-то человек и просил исключить Аяна Кадзи. Но он ничего плохого не сделал, поэтому его не должны исключать. Оказалось, у Сей были другие планы. Как его учительница, она могла исключить его, даже если он ничего не сделал. Поэтому она предложила сделку. Аяна Кадзи поможет ее классу подняться в рейтинге и стать классом А
а она взамен не будет его исключать. Аяна Кадзи впервые теряет самообладание и говорит Сей, чтобы она не обманывала его. Но Сей говорит, что у него нет выбора, и он должен согласиться на сделку, иначе его исключат. Аяна Кадзи неохотно соглашается помочь своему классу подняться в рейтинге и стать классом А. На следующий день все ученики выходят из своих комнат, чтобы осмотреть роскошную яхту и море. На круизном лайнере Эсперанса есть все, что только можно пожелать. Пока девочки развлекаются, Ика, который находится с Аяна Кадзи, Ямачи и Псевдо, наконец решается пригласить Кушию на свидание. Он набирается смелости и подходит к Кусиде, чтобы пригласить ее. К несчастью для него, он теряется и вместо этого задает ей другой вопрос. Суда внезапно решает пригласить Сузуну на свидание. Он спрашивает Аяна Кадзи, а Сузуни решает действовать. Позже, тем же вечером, 4 парней обедают в ресторане. Псевдо и его друзья так растерялись, увидев меню, что начали звать официанта. Один из учеников оскорбляет Псевдо и его друзей. Естественно, Псевдо это выводит из себя, и он реагирует. Ученики начинают шептаться о том, что Псевдо не умеет контролировать свой гнев, и им приходится уйти. В другом месте 2 учителя, которые делают массаж, обсуждают своих учеников. Аяна Коджи уходит в свою комнату, чтобы подумать о разговоре с Се. Хирата стучит в его дверь и просит его пойти с ним. Но Аяна Коджи отказывается. Хирата спрашивает, не может ли он помочь ему связаться с Сузу. Прежде чем Аяна Коджи успевает ответить, Хирате звонит его девушка, и он уходит. В другой части корабля Канджи, застенчивый, мускулистый и самовлюбленный ученик, идет по коридору в одних штанах. Дворецкий просит его вытереться, но Канджи не обращает на него внимания и продолжает разбрасывать вещи. Несколько часов спустя Сузу встречается с Аяна Коджи, чтобы обсудить истинные намерения школы, которые стоят за этим роскошным отпуском. Пока они разговаривают, мимо проходит Рюн и дразнит Сузу. Его бывшая девушка Ибуки подходит к нему и спрашивает, почему он так себя ведет. Рюн начинает грубить, и Ибуки замахивается на него кулаком. Но тут вмешивается Альберт, телохранитель Рюна, и уводит Ибуки, прежде чем уйти вместе со своим хозяином. Одна из школьных учительниц получает отчет от ученицы по имени Масуми. Она благодарит ее за помощь и просит подождать дальнейших указаний. Позже, той же ночью, Сакура репетирует, как она будет приглашать Аяна Коджи на свидание. Кстати, о нем. Аяна Коджи появляется позади нее и говорит, что она может смело просить его о помощи. Сакура берет его за руки и улыбается. Кушида подходит к ним, и Сакура убегает. Аяна Коджи сдерживается, чтобы не заговорить с ней, и извиняется. Но не успевает уйти далеко, как Кушида переключается на свой обычный, более серьезный тон и спрашивает Аяна Коджи, почему он отказывается с ней разговаривать. Аяна Коджи игнорирует ее и просто позволяет ей выговориться. На следующее утро учеников вызывают на палубу, чтобы они увидели остров, к которому они приближались. Они не подозревали, что их летние каникулы подходят к концу. Все выходят, чтобы полюбоваться прекрасным островом во всей его красе. Вскоре учеников собирают и просят подождать дальнейших указаний. Когда приходит время, Сей рассказывает ученикам о специальном недельном тесте, который школа проводит для первокурсников. Ученики шокированы, так как они не ожидали, что такое произойдет. Дав ученикам инструкции, учителя отпускают их, чтобы они приступили к тесту. У каждого класса есть 0,8 от общего количества баллов. Они могут потратить их на все, что захотят, в течение недели на острове. Кроме того, каждому классу выделяется в общей сложности 300 специальных баллов. Они могут потратить их на все, что захотят, в течение недели. Однако специальные баллы, которые останутся после недели, будут конвертированы в баллы класса и распределены между соответствующими классами. Чтобы заработать дополнительные баллы в конце теста, каждому классу будет предоставлена возможность угадать. Лидеры других классов. Если они ответят правильно, они получат дополнительные 50 баллов. Если они ответят неправильно, у них вычтут 50 баллов из оставшихся специальных баллов. Ученики класса D собираются вместе, чтобы решить, что делать. В то время как некоторые из них наслаждаются жизнью и тратят свои 300 баллов, Харада и другие серьезные ребята стараются распределить свои баллы так, чтобы после теста получить больше баллов за успеваемость. Среди одноклассников начинается небольшой спор, пока кто-то не поднимает вопрос о выборе туалета. Школа предоставила им переносные туалеты, чтобы они могли справлять нужду на природе. Однако девочкам неудобно пользоваться таким туалетом, особенно если он не очень чистый. Они протестуют и говорят мальчикам, что им нужен туалет, достаточно чистый, чтобы избежать инфекций. После долгих споров класс D наконец отправляется в лес на поиски места для лагеря. По дороге Аяна Коджи и Сузуна обсуждают, как привести свой класс к первому месту. Они продолжают спорить, пока не решают сделать перерыв. Наконец, Хирета нарушает молчание по поводу покупки туалета. Он решает купить хороший туалет для девочек, чтобы им было комфортно работать вместе. После этого он просит добровольцев помочь найти хорошее место для лагеря. Несколько учеников, включая Аяна Коджи и Хараду, разбиваются на команды по 3 человека. Каенджи идет с Аяна Коджи и Сакурой. Каенджи прыгает по веткам деревьев, а Аяна Коджи и Сакура едва за ним поспевают. Пробежав несколько сотен метров, Аяна Коджи и Сакура находят пещеру. Аяна Коджи вдруг вспоминает слова Сея. Если им повезет и они найдут отмеченное место на острове, то получат бонусные баллы, которые прибавятся к их результатам после теста. Еще один способ заработать дополнительные баллы – правильно угадать имена лидеров других классов. В этот момент из пещеры выходит Кацураджи, лидер класса А, и один из его коллег, и обсуждают то, что они заметили на острове. Аяна Коджи зажимает рот Сакуре и прячется за кустами, чтобы его не заметили.
Кацураджи чувствует, что кто-то прячется за кустами и идет проверить. К счастью для Аяна Коджи, он не попался. Когда Кацураджи уходит, Аяна Коджи отпускает Сакуру и идет проверить пещеру. Там он узнает, что Кацураджи уже занял эту пещеру. Они возвращаются в лагерь и узнают, что Ико и Псевдо уже нашли отличное место для лагеря с рекой и свежей зеленой травой. Студенты не очень хотят занимать это место, но в итоге соглашаются, если у них нет выбора. Они назначают Сузуну лидером и просят ее занять это место. Сузуна получает ключ-карту лидера и занимает это место. Затем все начинают ставить палатки. Сузуна отказывается делать какую-либо тяжелую работу и просто ждет, пока остальные закончат. Вечером один из одноклассников Аяна Коджи подходит к нему и спрашивает, как лучше пригласить Сукуру на свидание. Вскоре Аяна Коджи, Сакура и еще один парень идут в лес. Они находят избитую Юбуки, которую выгнали из ее класса. Сакура и другие ученики класса А предлагают ей убежище в своем лагере, и она неохотно соглашается. Позже они разводят костер, и девушки возвращаются с фруктами из леса. Все благодарят Айку за помощь с костром и садятся ужинать. Айк извиняется перед девушками за то, что не поддержал их раньше, когда они говорили о туалете. Когда все успокоились, Хитара объясняет, как можно потратить заработанные баллы за неделю, и к концу теста у каждого будет около 120 баллов. Через несколько часов Кушида и другие ученики класса D приходят к Буке. Через некоторое время ученики узнают, что Канджи вернулся на корабль, сказав, что он заболел. Это плохо для класса, потому что учителя накажут их за ошибку одного самовлюбленного ученика. В воспоминаниях Аяна Коджи из детства маленький Конджи решает сложные математические уравнения вместе с другими детьми, как будто они участвуют в каком-то безумном эксперименте. Один из наблюдателей подходит к Аяна Коджи и говорит ему, что он должен использовать свои способности с умом. В настоящем, на второй день тестов, некоторые мальчики и девочки наловили рыбы и собрали свежие фрукты. Хирата раздает задания каждому ученику и делит еду поровну. Позже Аяна Коджи и Сузун исследуют лес, чтобы проверить, нет ли там чего-нибудь подозрительного. Сузун удивляется, что Аяна Коджи помогает ей с разведкой. Аяна Коджи говорит, что должен защитить ее от Рьюана и его дружков. Сузун кивает. Они проходят еще несколько метров и встречают Ичиноси, который ведет их к лагерю класса Б. Аяна Коджи и Сузун восхищаются их аккуратностью и порядком. Наконец они уходят и видят, что ученик из класса А охраняет вход в пещеру. Аяна Кадзи убеждает Сузу бросить вызов ученику, который находится в пещере. Кацудзи, который находится внутри пещеры, слышит шум снаружи и выходит посмотреть. Услышав их просьбу, он разрешает им войти в пещеру. Перед тем, как они войдут, он угрожает найти их и устроить им неприятности. Сузу и Аяна Кадзи предпочитают избежать неприятностей, поэтому они уходят. На следующей остановке они находят лагерь класса С, где Рьюан их лидер. Они подходят к нему и обвиняют его в том, что он потратил все их баллы и ничего не оставил. Рьюан говорит им не вмешиваться в его дела и заниматься своими собственными. Затем Сузу спрашивает его, почему лицо Юбуки было избито и брошено в лесу. Рьюан признается, что избил ее. Затем он говорит им, что ему нечего терять, так как у него нет баллов. Сузу уходит вместе с Аяна Кадзи. На обратном пути Аяна Кадзи говорит ей, что стратегия Рьюана с нулевыми баллами на самом деле хороша, потому что они могут наслаждаться жизнью все это время. Рано утром третьего дня в одну из палаток класса D пробирается какой-то человек и что-то крадет из сумки Ки. Через несколько часов все просыпаются и готовятся к новому дню. На четвертый день Аяна Кадзи и Сакура отправляются в лес, чтобы исследовать его красоту. Они добираются до лагеря класса С и обнаруживают, что все ученики класса С ушли. Они также встречают Ичноса и еще нескольких учеников класса Б, которые исследуют то же самое место и присоединяются к ним. Аяна Кадзи спрашивает Ичноса Кацураги. Она говорит ему, что Кацураги довольно консервативный парень, в отличие от королевы класса А, Сакэ Анджи, которая является реформатором. Позже, тем же вечером, ученики класса D сидят и гадают, почему ученики класса D бросили тест. Лучшее, что они смогли придумать, это то, что они устали и ушли. Суна подходит к Ибуке и задает ей вопросы о классе S. Ибуки начинает злиться и оскорбляет Псевдо, прежде чем уйти. На пятый день тестов у девочек мисс Кис украли нижнее белье, и они обвинили в этом мальчиков. Они вызвали всех мальчиков и попросили Хирату найти виновного. Вскоре мальчики выстроились в ряд с сумками в руках, чтобы их обыскали. Прежде чем дошла его очередь, он решил проверить свою сумку. К его удивлению, он нашел там белье и был шокирован. Похоже, что человек, который украл белье той ночью, подложил его в сумку Хираты, чтобы подставить его. Делать нечего. Аяна Кадзи отдает белье Итаре и спешит, чтобы его сумку проверили вовремя. Аяна Кадзи знает, что кто-то подложил белье в сумку Хираты, и гадает, кто это мог быть. Итара заканчивает обыск и ничего не находит. Девочки все еще не верят ему, поэтому просят его раздеться. Хирате ничего не остается, как начать все сначала. Аяна Кадзи волнуется, потому что держит белье в кармане. Хирата ощупывает его карманы и чувствует что-то мягкое и липкое. Хирата ведет себя как настоящий герой и не выдает Аяна Кадзи. Позже, тем же вечером, Аяна Кадзи спрашивает его, почему он не выдал его раньше. Хирата говорит, что знает, что Аяна Кадзи не мог так поступить. Он забирает у него белье и берет вину на себя. Прежде чем уйти, он просит Аяна Кадзи найти виновного, чтобы его жертва не была напрасной. Ну вот, теперь это настоящая дружеская атмосфера.
Позже, в тот же день, девочки решили разделить палатки для мальчиков и девочек, чтобы в будущем избежать краж нижнего белья. Они выбрали Хараду, старосту класса, чтобы помочь перенести палатки, но Сузуно вызвалась сама и попросила добавить еще одного надежного парня, Аяна Коджи, чтобы Хирата не унюхал ничего лишнего, пока они будут переносить палатки. Вот это, я понимаю, перестраховались. В любом случае, Аяна Коджи и Хирата принялись за работу. Пока они этим занимались, одна из девочек позвала Хирату помочь им с чем-то. Аяна Коджи продолжал работать один и закончил с палаткой к вечеру. Ибуки подошла к нему, когда он закончил, и заговорила с ним о том, что ее беспокоит. Поскольку все подозревали ее в краже, она спросила Аяна Коджи, что он о ней думает. К удивлению, Аяна Коджи сказал, что доверяет ей. Ибуки поблагодарила его и ушла. Закончив работу, Аяна Коджи вернулся на то место, где они нашли Ибуки несколько дней назад, и порылся в кустах. Он нашел что-то подозрительное и вернулся в лагерь. Через 2 часа Сузуно подошла к Аяна Коджи, который сидел у костра, и заговорила с ним о себе и своем скрытом недуге. Аяна Коджи понял, что она больна и уже какое-то время это скрывает. Он встал и измерил Сузуно температуру. Сузуно пыталась скрыть свою болезнь, но ее выдавало беспокойное поведение. На 5-й день специального теста ИК Аяна Коджи и Сузуно встали рано утром, чтобы собрать немного еды. Остальные присоединились к ним в поисках еды. Пока они этим занимались, Аяна Коджи тихо спросил Сузуно, хорошо ли она охраняет ключ-карту. Сюзан говорит, что всегда носит ключ-карту с собой. Аяна Коджи просит ее достать карту, чтобы он мог на нее посмотреть. Сюзан спрашивает, не опасно ли ему это, но Аяна Коджи говорит, что ей стоит ему доверять. Она достает карту и почти сразу же убирает ее обратно. В этот момент подходит Ямачи и кидает грязь Сюзан на голову. Сюзан злится и бросает его в воду. Если бы не Аяна Коджи, который спас его, Ямачи мог бы погибнуть. Через несколько часов Сюзан принимает ванну в реке под водопадом, почти без одежды. Закончив, она одевается и возвращается в лагерь. Аяна Коджи замечает, что Ибуки нет, и продолжает наблюдать за ситуацией. Сюзан просит его встретиться с ней наедине, и Аяна Коджи идет за ней в лес. Когда они приходят, Сюзан сообщает ему плохие новости. Ее ключ-карту украли. Аяна Коджи сохраняет спокойствие и просит Сюзан никому не говорить об этом, пока они не найдут вора. Сюзан подозревает Ки, с которым у нее конфликт, или Ибуки, странного ученика класса С. Аяна Коджи подтверждает, что Ки невиновен, и рассказывает о своих планах поговорить с Ибуки. Когда они заканчивают разговор, Сюзан просит оставить ее одну, чтобы она могла поплакать. Через несколько минут она чувствует запах дыма и бежит в лагерь. Там она видит, что кто-то развел костер и сжег инструкцию. Когда огонь потушен, класс в панике, все обвиняют друг друга. Аяна Коджи не вмешивается в ссору и просто наблюдает. Кушида спрашивает, где Ибуки, но нигде не может ее найти. Это может означать только одно – она сбежала. Этот горячий парень Ибуки сложил 2 и 2. Он понял, что Ибуки была шпионкой. Все повернулись к Хирате, чтобы узнать, что делать дальше, но Хирата был занят тем, что пытался прийти в себя. Аяна Коджи вернул его к реальности, и он раздал всем задания. Сюзанна побежала за Ибуки и увидела, как та уходит из лагеря. Она остановила ее и потребовала вернуть ключ-карту. Ибуки отказалась. Сюзанна заметила, что Ибуки дрожит, и напала на нее. Сюзанна изо всех сил пыталась не дать себя избить. К сожалению, этого было недостаточно, чтобы справиться с Ибуки, которая повалила ее на землю и убежала. Ибуки отдала ключ-карту от комнаты Сюзанны своему сообщнику и выполнила задание. После того, как она вырубила Сюзанну, Ибуки достала из сумки рацию и позвонила Кацураги из класса А, чтобы сообщить, что задание выполнено. Сюзанна очнулась через несколько часов под деревом рядом с Аяна Коджи. Она рассказала ему о том, что произошло с Ибуки, и корила себя. Аяна Коджи посоветовал ей бросить тест, чтобы она могла позаботиться о себе. Сюзанна расплакалась, виня себя во всем, что произошло. Аяна Коджи спросил ее, почему она так хочет попасть в класс А. Сюзанна ответила, что ей нужно заслужить одобрение брата, и она не остановится ни перед чем. Той ночью Аяна Коджи отнес Сюзанну к одному из постов охраны. Он попросился позаботиться о ней, но ей придется бросить тест. Аяна Коджи был не против, поэтому он оставил ее с Эмнея. Все узнали о краже ключ-карты и болезни Сюзанны. Аяна Коджи сказал Хирате, что ключ-карту украла Ибуки. Сейчас им нужно сделать очень многое за короткое время, иначе они сами будут виноваты в том, что не справились. В последний день теста все собирают вещи и покидают лагерь. Каждому классу дают задание написать, кто, по их мнению, является лидером другого класса. В классе Ди Кацураги Аяна Коджи пишет имена тех, кого считает лидерами, и сдает их учителю. Позже учителя собирают учеников и официально завершают специальный тест. В этот момент из кустов появляется Рюан, весь грязный и в синяках. Оказывается, он остался на острове. Кацураги благодарит его за то, что он помог классу А набрать более 500 баллов. В первый день специального теста Кацураги заключил сделку с Рю и предложил ему работать вместе, чтобы заработать дополнительные баллы. Рю должен был внедрить своих людей в другие классы и украсть у них ключи от комнат, чтобы они могли правильно угадать лидеров классов и заработать дополнительные 50 баллов. Он позаботился о том, чтобы его класс исчерпал все свои баллы и вообще провалил тест, чтобы он мог спрятаться в кустах и ждать, пока его шпионы соберут всю необходимую информацию. Их план сработал, и они были уверены в себе и своих ответах. В
последний день теста учитель Рюана приносит ему копию задания и просит заполнить имена лидеров классов. И вот момент, которого мы все ждали. Учитель объявляет окончательные баллы, которые будут начислены классом. Последнее место занял класс С с нулевым количеством баллов, класс А набрал 120 баллов, класс В 140 баллов. Класс Д, однако, набрал 225 баллов, оставив позади остальные классы. Все были шокированы этим результатом и задавались вопросом, где они допустили ошибку. После празднования студенты вернулись на корабль. Сузу встречается с Аяна Коджи, чтобы поговорить с ним. С другой стороны, Хашимото, один из парней Сакианаджи, противостоит Кацураджи и злорадствует по поводу его проигрыша. В другом месте некоторые студенты из класса Вэй предлагают перейти в класс Аяна Коджи. Ибуки извиняется перед Руман за ее провал. Аяна Коджи раскрывает свой план Сузу до конца теста. Аяна Коджи уже понял, что Ибуки шпион, поэтому он намеренно показал Сузу свою карту, зная, что Ибуки будет следить за ним, и сделал все, чтобы Ибуки было легко украсть карту. Все шло по его плану, когда Ибуки украл карту и доложил об этом настоящему лидеру. Внимательно наблюдая за другими классами, он быстро выяснил, кто их лидеры. Сузу впечатлена и спрашивает Аяна Коджи, почему он вдруг решил им помочь. В этот момент студенты подходят к Сузу, чтобы поздравить ее с тем, что она помогла им выиграть тест. Кушида находит Аяна Коджи и говорит ему, что ненавидит Сузу. Затем она спрашивает, кого бы он выбрал между ней и Сузу. Аяна Коджи никого не выбирает и получает сообщение от Саи с просьбой встретиться с ней в театре. Придя туда, Сяи хвалит Аяна Коджи за его ум и планирование. Аяна Коджи просит предоставить ему доказательства о человеке, который приходил просить его об исключении. Сэй говорит ему, что знает о нем все и призывает его продолжать в том же духе. В другом месте Ибуки узнает, что Рюану будут начислять несколько тысяч баллов каждый месяц. Похоже, именно этого он и добивался на самом деле. Сузун догоняет Аяна Кадзи и обвиняет его в том, что он похвалил ее за его работу. Аяна Кадзи говорит ей, что она наконец-то меняется и ей понадобятся союзники, чтобы двигаться вперед. Сузун винит в этом его и неохотно выбирает Аяна Кадзи своим первым союзником и благодарит его за всю помощь, которую он ей оказывает. В глубине души Аяна Кадзи знает, что он вообще не считает Сузун или кого-либо из своих коллег союзниками. Он видит в них инструменты, необходимые ему для победы в мире, где чествуют только победителей. Узнав результаты специального теста на изолированном острове, президент студенческого совета задается вопросом, каким будет следующий шаг Аяна Кадзи. В этот момент видно, как Аяна Кадзи читает книгу на яхте. Он вспоминает свой последний разговор с Сэ и задается вопросом, что имел в виду его отец или опекун, когда говорил, что Аяна Кадзи в свое время выбрал бы исключение из школы. Он отвлекается от своих мыслей и присоединяется к остальным одноклассникам на веранде. Почти у всех учеников жизнь идет своим чередом, и они наслаждаются жизнью. Кусида обращается к Сузун только для того, чтобы она снова отвергла его. Хирата встречается с Аяна Кадзи и приглашает его поужинать с ним и его девушкой Ки. Аяна Кадзи отвергает его предложение и говорит ему, что он предпочел бы не быть на стороне Ки. Кстати, о дьяволе, Кей находит Хараду и забирает его у Аяна Кадзи. Прежде чем дуэт зайдет далеко, диктор по корабельной системе Пи объявляет о начале второго специального испытания. К 6 вечера все ученики должны быть в своих комнатах. После объявления школа отправляет каждому ученику электронное письмо с указанием номера комнаты, в которую он должен прийти к 6 часам. Через несколько часов Аяна Коджи приходит в комнату 604, в которой он должен находиться. Там он встречает Юкимуру, студента, которого называют профессором, и еще одного преподавателя. Все молчат, ожидая последнего ученика. Вскоре приходит последняя ученица, Кей, и видит Аяна Коджи. Ей становится неловко, и она садится. Преподаватель начинает объяснять правила теста. Таким образом, каждый ученик из классов A, B, C и D будет разделен на 8 групп по 14 человек, названных в честь планет Солнечной системы. Все 14 учеников будут из разных классов. Это проблема для Аяна Коджи и его команды, потому что они не доверяют ученикам из других классов. Тем не менее, они должны работать вместе, чтобы группа Марс, в которой они находятся, успешно прошла тест. Один из учеников каждой группы будет выбран в качестве VIP-ученика, и у группы будет всего 3 дня, чтобы выяснить, кто из них может обсуждать вопросы, которые помогут им дважды в день определять VIP-персону, а на 3-й день они будут отдыхать и завершат тест на 4-й день. Существует 4 возможных сценария развития событий. В каждом случае VIP-ученик будет получать большое количество личных баллов. После того, как преподаватель зачитает все возможные сценарии, он даст несколько заключительных пояснений и отпустит их. Тем же вечером Аяна Коджи выходит подышать свежим воздухом на палубу и обдумывает возможные результаты этого теста. Аяна Кадзи подозревает, что среди них есть предатель, который сдаст их VIP-персон другим классам. На следующее утро учеников распределяют по разным группам. Сузуна разочарована тем, что Аяна Кадзи не в ее команде. Тем не менее, она желает ему удачи в его группе. Позже к ним присоединяется Рюан со своим телохранителем Альбертом и спрашивает Сузуну, как ей удалось перехитрить его во время предыдущего теста. Конечно, она отказывается раскрывать какую-либо информацию и просто радуется своей победе. Рю знает, что она что-то скрывает, поэтому немного дразнит ее, надеясь получить больше информации. К сожалению, это не работает, и Сузуна лишь немного раздражается. Когда Рю уходит, Сузуна обвиняет Аяна Кадзи в том, что он приписал ей всю заслугу за их успех в первом специальном тесте. Позже, в тот же день, все ученики группы Марса собрались на первое обсуждение. Ичнос выступает в роли модератора и пытается всех объединить. Происходит небольшая дискуссия, пока ученики класса Ани решают воздержаться от помощи в победе команды.
Очевидно, что им нечего терять, если класс А все равно останется классом А, независимо от того, победит Марс или нет. Хамагути, один из учеников, пытается вразумить класс. Обсуждение отказа класса А от участия в дискуссии продолжается дольше, чем ожидалось. В конце концов, ученики класса А отделяются от собрания и меняют место. После собрания Аяна Кадзи выходит в холл и видит, как 3 девушки из класса С задирают Ки. Девушки спрашивают ее, не дралась ли она со своей подругой Рикой днем. Кей отвечает, что не помнит, чтобы кого-то ударила. Девочки, которые ей не верят, достают телефоны, чтобы сфотографировать ее. Кейт отталкивает их телефоны и запрещает им снимать. Девочки начинают ее задирать, чтобы она позволила им себя сфотографировать. Макша из класса вмешивается и прогоняет хулиганок. Во время второго обсуждения группа Марса все еще не может прийти к согласию, так как ученики отказываются помогать. И мисс Ха предлагает создать групповой чат, где они смогут общаться и веселиться. Через несколько часов после собрания Кит принимает душ. Внезапно она перестает мыться и садится в углу ванной, всхлипывая. В первой сцене Хирон встречается с Коэнзи, помешанным на тренировках, чтобы обсудить с ним цели специального теста и его участие в нем. Как и ожидалось, Коэнзи отказывается что-либо делать и продолжает тренироваться. Хирата игнорирует его и присоединяется к Аяна Коджи и еще одному человеку, чтобы обсудить, как найти VIP-персону. Хирата говорит своим друзьям, что кто-то прислал ему точную информацию о VIP-персоне класса D. Когда его спрашивают, кто это, Хирата показывает, что это Кашья. В этот момент приходит Коэнзи и отменяет специальный тест для группы Юпитера, шокируя всех. Тем же вечером Аяна Коджи получает электронное письмо от Сузуны, в котором она обвиняет его в том, что он не попытался остановить Коэнзи от отказа от теста. Он встречается с Сузуной и успокаивает ее. Аяна Коджи просит у нее информацию о Ки. Он подозревает, что с Ки что-то не так, но никак не может понять, что именно. Сузуна пытается отвлечь его от расследования. Однако Аяна Коджи говорит ей, что сначала теста Ки ведет себя как обычно. Сухен понимает, к чему он клонит, и спрашивает, что он собирается с этим делать. Аяна Коджи отказывается давать ей больше информации и просто держит свои мысли при себе. Руин прерывает их разговор, чтобы снова вывести Сузуну из себя. На этот раз он говорит ей, что он на пути к тому, чтобы узнать, кто из учеников VIP, и не остановится ни перед чем, чтобы получить желаемое. Аяна Коджи рассуждает логически и удивляется, насколько Рюан умен. Чтобы быстрее вычислить VIP, Рюан просматривает телефоны всех учеников класса, чтобы проверить их электронную почту. Похоже, этот парень действительно никого не боится. Перед уходом он просит объединить классы D и C, чтобы они могли вычислить своих VIP-персон. Узнав об этой игре и победив класс А, Сузуна отказывается присоединиться к его команде и уходит. Кей стоит перед зеркалом в ванной. Она напоминает себе, что должна быть паразитом, иначе не сможет выжить самостоятельно. В этот момент Сузуна прогоняет Аями Каджи, опасаясь, что люди могут принять их за пару. Аяна Коджи уходит и находит Кушиду, которая смотрит на звезды. Он присоединяется к ней и разговаривает с ней. Они непринужденно беседуют, и Аяна Коджи уходит. Прежде чем уйти, Кушида пытается пригласить его на свидание, но останавливается на полпути и уходит в свою комнату. В баре на корабле 3 учителей из классов B, C и D собираются вместе, чтобы выпить. Учительница класса B, Чии, дразнит учительницу класса C по поводу его личной жизни. Учительница класса D говорит, что Аяна Кадзи всегда так интересуется ее делами и хочет знать о них больше. Она надеется, что он не пытается отомстить ей за то, что они сделали много лет назад. Она говорит, что просто хочет узнать больше об Аяна Кадзи, который ее заинтересовал. Возвращаясь в свою комнату, Аяна Кадзи слышит, как Ки умоляет Хирату защитить ее от хулиганов, которые преследуют ее на корабле. Она хочет, чтобы Хирата наказал их и заставил прекратить издеваться над ней. Но Хирата отказывается причинять кому-либо вред только ради девушки. К тому же они не встречаются. Он просто ходит за ней, чтобы быть ее телохранителем. Он расстается с ним прямо там и уходит. Аяна Кадзи появляется и спрашивает Хирату, не повлияло ли на его решение то, что Ки была с ним из-за популярности. Хирата говорит, что все началось с слухов, и Ки встречалась с ним только ради популярности. Хирата объясняет, что Ки ведет себя странно в последнее время, и он подозревает, что это из-за того, что над ней снова издеваются. На следующий день Аяна Кадзи и Кай первыми приходят в конференц-зал. Он спрашивает, был ли он VIP-персоной, и тот отвечает, что нет. Вскоре приходят и Чиноси, и остальные, и начинается первое собрание на второй день. Перед началом собрания он подходит к Мачиде, чтобы поблагодарить ее за то, что она спасла Ки от хулиганов. Собрание начинается, и весь класс все еще в тупике, так как класс отказывается обсуждать с ними детали VIP-персон. Айна продолжает искать информацию о VIP-персоне, но вся команда все еще в тупике. Обсуждение продолжается часами, но никакого прогресса нет. К концу второго обсуждения за день Масита уходит, чтобы заняться своими делами. Он тоже уходит, а 3 девушки из класса С следуют за ним в укромное место на корабле. Аяна Коджи и еще один ученик догадываются о планах хулиганов и идут за ними. Добравшись до места, они прячутся и наблюдают за 3 девушками, которые издеваются над Айна. Айна умоляет их отпустить ее, но ее мольбы о пощаде только разодоривают их. Они издеваются над ней еще сильнее и смеются над ней. Он снова переживает этот ужасный опыт, когда девушки безжалостно обращаются с ней. Парень, который был с Аяна Коджи, выходит из укрытия и прогоняет девушек. Вместо того, чтобы поблагодарить его за помощь, Айна говорит ему оставить ее в покое. После этого Аяна Коджи возвращается в свою комнату.
Он узнает, что группа Венера закончила тестирование. Это может означать только то, что кто-то выдвинул обвинение против VIP-персоны. Он подозревает, что за этим стоит Рюан, поэтому ему нужно действовать быстро. Он отправляет Айна электронное письмо, притворяясь Хиратой, чтобы встретиться с ней в машинном отделении корабля. Он приходит туда и с нетерпением ждет Хирату Куна. К несчастью для Айна, там ее поджидают ее злейшие враги. На этот раз они приводят с собой Рику, девушку, которую Айна якобы ударила. Они загоняют Айна в угол и достают телефоны, чтобы сфотографировать испуганную девушку, которая стоит перед ними, дрожа всем телом. Одна из девушек узнает, что Ки уже подвергалась издевательствам, и решает, что теперь ее миссия — сделать так, чтобы Ки страдала больше, чем когда-либо в жизни. Ки пытается вырваться, но они хватают ее и бьют по щекам. Они просят Рику тоже ударить Ки по щекам, чтобы получить удовольствие от издевательств над кем-то еще. Сначала Рика отказывается, но под давлением своих подруг начинает бить Ки. Ее подруги подбадривают ее, пока она избивает Ки, которая просто стоит и ничего не делает. В нескольких метрах от девушек стоит Аяна Коджи и наблюдает за происходящим. Он достает телефон и записывает все, но ждет, пока девушки доведут Ки до предела, чтобы она стала достаточно покорной и помогла ему. Когда они заканчивают издеваться над Ки, она лежит на полу и плачет. Аяна Коджи выходит из укрытия и подходит к ней. Ки пытается вести себя так, будто ничего не произошло. Но Аяна Коджи говорит ей прекратить притворяться и что он все знает. Чтобы сделать ее еще более покорной, он говорит ей обидные вещи и угрожает разоблачить ее, если она не сделает то, что он хочет. Он спрашивает, чего он хочет, и Аяна Коджи просит ее раздвинуть ноги. Ки неохотно раздвигает ноги и ждет самого худшего в своей жизни. Аяна Коджи расстегивает ее блузку и видит шрамы по всему телу. Ему становится жаль ее, и он говорит, что будет защищать ее, если она сделает кое-что для него взамен. Затем он показывает ей запись всего боя и говорит, что в следующий раз, когда девочки будут ее задирать, она должна пригрозить им. Что касается того, что она будет делать, он говорит, что ей нужно будет взять ситуацию в свои руки и контролировать девочек из класса D, чтобы они могли перейти в класс А. Он в шоке, потому что никогда не думал, что у Аяна Коджи хватит смелости. Она с готовностью принимает свою новую роль и спрашивает, что ей делать дальше. На следующий день Аяна Коджи застает Ично смирно спящей в конференц-зале. Вскоре ее будет будильник, и она быстро приходит в себя. Она предлагает ему поговорить перед обсуждением и спрашивает, почему он хочет попасть в класс А. Пока они разговаривают, в конференц-зал заходят еще двое учеников. Когда все в сборе, они начинают финальное обсуждение перед специальным тестом. Хамамучи предлагает проверить телефоны друг друга, чтобы узнать, кто из них VIP. Они обещают, что не выдадут его, если найдут. Все беспокоятся, что среди них может быть предатель. Однако Хамабуши заставляет всех пообещать, что никто не предаст их. Даже ребенок понимает, что невозможно молчать, потому что предатель получит огромное количество личных баллов, если назовет имя VIP-персоны с первой попытки. Пока все перешептываются, Аяна Коджи достает свой телефон, чтобы присоединиться к вызову. Вскоре все, кроме Юкимуры из класса D, присоединяются и показывают друг другу свои электронные письма. Все смотрят на Юкимуру, и он наконец признается, что он VIP-персона. Аяна Кадзи просто лжет и ждет, пока кто-нибудь его предаст, чтобы попасться в его ловушку. Оказывается, Аяна Кадзи купил у Се обменную карту Сиама и обменял свою на настоящую карту Сиама у настоящего VIP-А. Затем он обменял свой телефон на телефон Юкимуры, чтобы устроить двойную ловушку на случай, если кто-то догадается и позвонит Юкимуре. Ну, слава богу, что он устроил ловушку дважды, потому что одна из девушек позвонила на телефон Юкимуры и узнала, что он обменял его на телефон Аяна Кадзи. Все начинают ненавидеть членов класса D, когда обсуждение подходит к концу. Аяна Кадзи и Ичиноси сохраняют спокойствие, потому что знают, что у них все еще есть шанс на победу. Аяна Кадзи возвращается к Ки и говорит, что их план все еще в силе. Он вспоминает свой план с Ки, настоящей VIP-персоной, и говорит ей, что нужно довести игру до конца. Позже Ичи знает присоединяется к Аяна Кадзи и Ки в холле, чтобы обсудить с ними свои планы. Они все получают электронное письмо, которое шокирует их. Оказывается, Рюан уже угадал имя настоящего VIP-А из группы Сузуны. Кассия. Члены команды встречаются в баре, чтобы выпить и выяснить, кто их предатель. Рюан присоединяется к ним и продолжает злорадствовать и портить жизнь Сузуни, обещая выбить из нее всю мотивацию. Ки, Хирата, Сузуна и Аяна Кадзи встречаются в ресторане, чтобы обсудить возможные логические системы, по которым школы выбирают VIP-ов для каждой группы. Они выясняют, что за всем этим стоит очень простая логика, и обнаруживают, что это та же самая логика, которую школа использовала при выборе VIP-ов в каждой команде. Руан давно понял эту логику и использовал ее в своих интересах. Но они подозревают, что кто-то помог ему подтвердить его догадки. Еще Руан не понимает, что среди его одноклассников есть те, кто против его диктаторского стиля правления. Теперь им нужно просто подождать, пока предатели уничтожат Руана изнутри. Спасибо, Сьюзан, что рассказала им об этом. После второго специального теста все первокурсники вернулись в кампус, чтобы начать второй семестр первого курса. На первом занятии она рассказывает им о спортивном фестивале, который состоится через несколько месяцев. Она говорит, что к этому фестивалю нужно отнестись очень серьезно, потому что он сильно повлияет на их оценки. Далее она говорит, что их класс объединят с классом А, и они будут в красной команде. А класс С объединят с классом Б, и они будут в белой команде. И еще в каждой команде будут студенты всех курсов.
Все ворчат, что им придется играть против своих врагов и работать с ними ради общей цели. Пока псевдо готовится к спортивному фестивалю, остальные беспокоятся о том, как все пройдет. Сей останавливает шум и говорит своим ученикам прочитать материалы, которые им дали, прежде чем решить, за кого они будут играть. Прочитав материалы, кто-то спрашивает, будут ли их баллы за победу добавлены к следующим письменным экзаменам. Сей говорит, что если они окажутся в числе лучших, то именно так и будет. Но если они окажутся в конце списка, то потеряют баллы на следующих письменных экзаменах. Аяна Кадзи просматривает расписание соревнований и обнаруживает, что все они должны принять участие в 13 спортивных мероприятиях всего за один день. Стэй оставляет решение о выборе игроков за ней и заканчивает занятия. Сузун останавливает Аяна Кадзи у торгового автомата в коридоре и обсуждает свои опасения по поводу этого спортивного фестиваля. Аяна Кадзи говорит ей, что он знает, что у школы есть козырь в рукаве по поводу этого теста. Если бы только он мог выяснить, что это на самом деле такое, прежде чем они начнут тестировать. Сузун просит его рассказать о любых хитрых приемах, которые они могут использовать, чтобы увеличить шансы в свою пользу. Аяна Кадзи говорит ей, что им, возможно, придется пока довольствоваться честью, пока он не придумает план. На следующем собрании класса псевдо предлагает им оставить все спортивные занятия для себя, поскольку он самый спортивный из них всех. Все просто соглашаются с псевдо и оставляют все в его руках. Пока они продолжают обсуждение, Сузун встает, чтобы представить свой собственный план. Она планирует объединить людей с более слабыми спортивными качествами, с более высокими, чтобы они могли одерживать больше побед на своей стороне. Кто-то возражает против ее точки зрения, но Сузун быстро заставляет ее замолчать в резкой форме. Этот человек садится, и Сузун замолкает. Именно в этот момент Ки поднимает руку и возражает Сузун, рассказывая ей о том, какой надменной и могущественной считает ее Сузун. Сузун не видит изъяна в своем плане, который на самом деле хорош в долгосрочной перспективе. Однако Кей говорит ей, что она не собирается сидеть сложа руки и смотреть, как Сузун использует других учеников подобным образом. Затем она спрашивает мнение других учеников. Кажется, все на стороне Ки, а Сузуну называют эгоистичной и жестокой, которая готова использовать любого, кто ей подвернется, чтобы добиться своего. Хирата останавливает спор и просит всех проголосовать за обе стороны. Победит та идея, за которую проголосует класс, и большинство голосует за план Сузуму. Хирата заканчивает спор и продолжает обсуждать мероприятие спортивного фестиваля. После обсуждения Кей находит Аяна Коджи и спрашивает, зачем он отправил ей письмо, чтобы она выступила против Сузуму в классе. Аяна Коджи говорит ей не задавать лишних вопросов и не пытаться понять ход его мыслей, чтобы не попасть в неприятности. Однако он говорит, что хочет перевести класс D в класс А. Ки обижается и упрекает его в том, что он считает себя лучше остальных. Аяна Коджи говорит ей не зацикливаться на мелочах. Перед уходом он говорит Ки, что в классе D будет предатель, который выдаст их на спортивном фестивале. Он говорит Кей подождать и выяснить, как этот человек себя проявит. Когда приходит время выбирать участников, все студенты переодеваются в спортивную форму и собираются в актовом зале. Там мальчики проверяют свою силу хвата. Сузуну поднимает 82 килограмма, а Аяна Коджи спокойно поднимает 60 килограммов без особых усилий. После испытаний Сузуно выбирают для всех дополнительных мероприятий. Остальных тоже выбирают, и они все участвуют в соревнованиях. Сюзанна принижает одну из девушек, и Аяна Коджи вмешивается. Оказывается, одно из соревнований на турнире – это бег на 3 ногах. Аяна Кадзи ставит Сузуну в неловкое положение и учит ее новому способу взаимодействия с напарником во время гонки. После того, как он ее немного поучил. Аяна Кадзи предлагает Сузуну на следующий день отправиться на разведку вместе с ним, чтобы доказать, что Кушида – предатель класса D, которого подозревает Аяна Кадзи. Она раскрыла себя как VIP-персону, которую нужно устранить во время второго специального теста на круизном лайнере. Сузун сомневается в обвинениях Аяна Кадзи в том, что Кушида – предатель их класса. Однако Аяна Кадзи дает ей повод поверить, что Кушида обменивает информацию об их классе на какие-то личные баллы. Аяна Кадзи говорит Сузуну, чтобы она хорошенько подумала о своем следующем шаге, если хочет возглавить класс в ближайшем будущем. Сузун устраивает встречу между Кушидой и Аяна Кадзи. На встрече Сузун прямо спрашивает Кушиду, не она ли слила информацию о VIP-персонах на корабле. Кушида удивляется такому обвинению, но Сузун говорит, что больше не уверена, что может ей доверять. Кушида уверяет Сузуна, что она работает только на их успех и ничего больше. Сузун молчит и перестает говорить. В день диктор советует студентам выбрать кандидатов для забега на 100 метров. Сузун встает перед своими коллегами и начинает подбадривать их, чтобы они принесли домой победу. Тем временем Сака Надзи встречается с другими коллегами, чтобы узнать, как продвигается их план. Ее коллега говорит ей, что класс D попал прямо в их ловушку. Не о чем беспокоиться, пока никто не превзойдет способности псевдо. В начале забега команда красных лидирует с 2011 очками, а команда белых с 1891 очками. Президент студенческого совета участвует в забеге на 100 метров среди мальчиков и побеждает. Судзин хмурится, когда ее брат выигрывает. Кавенджи решает снова не ходить на спортивные соревнования. Это раздражает псевдо, и он кричит на Кавенджи. К счастью, Хирата был рядом и не дал ему снова натворить глупостей. На следующих спортивных соревнованиях, в которых нужно было перевернуть шест, команда белых снова сразилась с командой красных. На этот раз большинство членов команды белых бросились к шесту команды красных, чтобы не дать псевдо добраться до него. Поскольку псевдо был единственной проблемой, они прижали его к земле. Это дало команде белых преимущество, и они в итоге перевернули шест команды красных. Рю пытается успокоить Судзин и поднять ей настроение. Игра заканчивается победой команды белых. Судзин очень злится на своих товарищей по команде и обвиняет их в своем проигрыше.
Сузун немного тренируется перед забегом и случайно сталкивается с одной из учениц класса С, Кершей. Это приводит к серьезной травме ученицы, и ее срочно отправляют в больницу. Ая Накадзи встречается с Сузун и убеждается, что она готова к следующему мероприятию. Сузун уверяет его, что с ней все будет в порядке, несмотря на травму. На следующем мероприятии для девочек-участницы команды белых побеждают Сузун и обеспечивают легкую победу команде белых. После мероприятия Суна подходит к Сузун, чтобы утешить ее. Он обещает помочь ей выиграть другие соревнования и вернуть лидерство команде красных. К несчастью для команды красных, Судзин подается на провокации Ирины и проигрывает. После мероприятия команда белых догоняет команду красных по очкам. Он встречается с Ая Накадзи и спрашивает его, как другие команды выбирают, на кого нападать, а на кого нет. Ая Накадзи говорит Ки, что предатель в их классе слил список участников Юаню, чтобы тому было легче победить. Ки спрашивает Ая Накадзи, есть ли у него план, как победить в турнире. Но Ая Накадзи отвечает, что не собирается побеждать. Вместо этого он хочет, чтобы поражение подстегнуло желание класса выиграть больше испытаний в ближайшем будущем. Кто-то из команды Руина подходит к Псевдо и еще больше его задирает. Вспыльчивый Псевдо замахивается кулаком, чтобы ударить его. Но Хирата встает между ними и получает удар вместо него. Почти сразу же все теряют уважение к Суо как к лидеру. Суо, похоже, это не волнует, он просто уходит. В школе ученикам дают 50-минутный перерыв. Ая Накадзи видит отчаяние на лице Сузуны и говорит ей, что нужно уговорить Псевдо вернуться в команду. Сузуна уже готова сдаться, но Ая Накадзи приводит ей разумные доводы и говорит, что Псевдо — незаменимое оружие в ее арсенале, если она хочет победить Рю в его собственной игре. Потому что только он может угрожать их успеху в турнире. Во время обеда Ки и Хирата просят Ая Накадзи назвать им предателя в их классе. Но Ая Накадзи молчит. В этот момент Кушида звонит Сузуне и говорит, что Кишида, с которой она столкнулась раньше, получила ужасные травмы. Сузуна приходит в клинику и находит там Рюуна и Кишиду. Рюун заставляет Кишиду солгать о том, что произошло на самом деле. Кишиде ничего не остается, кроме как сказать, что Сузуна специально на нее налетела. Рюун показывает Сузуне ужасные травмы на ногах Кишиды и угрожает подать на Сузуну в суд, если она не разберется с ним. Если она хочет сохранить это в тайне, то Сюзан должна дать Рюну 1 000 000 очков. Сюзан отказывается от предложения, но вскоре просит Рюна дать ей еще один шанс. На этот раз Рюн говорит ей, что она должна встать перед ним на колени, если хочет, чтобы все закончилось. Сюзан уходит из клиники и по дороге встречает своего брата-президента. Она рассказывает брату о своих неудачах и обещает, что так или иначе все исправит. Сюзан решает использовать последний шанс, чтобы победить класс D. Сюзан догоняет Суда, когда он поднимается на лифте к выходу. Она останавливает его и пытается вразумить. Сначала Суда рассказывает ей свою историю о том, что его родители были бедными людьми, которые никогда не думали о себе. По сути, Суда ребенок, рожденный вне брака, и уже привык к тому, что другие его унижают. В результате он научился не обращать внимания на то, что о нем говорят. Он продолжает кричать на Сюзан и жаловаться, что его товарищи по команде его тормозят. Сюзан пытается урезонить его, но все ее попытки ни к чему не приводят. В этот момент диктор объявляет начало второй половины дня. Суда возвращается в лифт, чтобы подняться в свою комнату. Сюзан говорит ему, что будет ждать его, пока он не вернется. За несколько минут до начала второй половины дня Аяна Коджи готовится к забегу на 3 ногах с Кушидой. Пока они связывают друг другу ноги, Аяна Коджи прямо спрашивает Кушиду, не она ли рассказала Рюну об их классе. Кушида пытается вести себя мило и невинно, но Аяна Коджи продолжает давить на нее, пока она не признается в том, что сделала. Кушида говорит Аяна Коджи, что она слила список учеников классу С. Но она напоминает Аяна Коджи о том, что сама обвинила его в том, что он подбросил ей фальшивую виноградину. Аяна Коджи говорит ей, что он не собирается ее сдавать, поэтому ей не о чем беспокоиться. Однако он спрашивает Кушиду, почему она предала свой класс. Это из-за баллов или есть что-то еще? Кушида говорит Аяна Коджи, что она предала свой класс только для того, чтобы убедиться, что Сузуна исключат. Теперь, когда Аяна Коджи знает о ее планах, она тоже хочет посмотреть, как его исключат. Если это не так, то я не знаю, как это назвать. Сузуна возвращается в аудиторию и с удивлением видит, что Сузуна все еще ждет его. Он игнорирует ее и идет к автомату за напитком. Но Сузуна останавливает его и рассказывает ему о своей жизни. Она рассказывает ему о разнице между ее идеальным братом и собой, о том, как она всегда хотела быть похожей на него во всем. Она так сосредоточилась на том, чтобы догнать брата, что перестала общаться с друзьями. Но теперь, когда она увидела свет, она поняла, что ей нужны друзья, чтобы достичь своих целей. Она умоляет Псевдо помочь ей перевестись в класс А. Псевдо меняет свое мнение и с радостью соглашается помочь ей. Псевдо возвращается на поле вместе с Сузуной и извиняется за свое поведение. Класс D вскоре возвращается к нормальной жизни. Сьюзан и еще один парень решили не участвовать в вечерней тренировке, потому что растянули лодыжки. Вместо них пришел Аяна Коджи. Через несколько минут начинается вечерняя тренировка, и они участвуют в эстафете. Аяна Коджи бежит последний этап вместе с президентом студенческого совета. Аяна Коджи предлагает президенту посоревноваться с ним и говорит, что не будет поддаваться. Президент получает эстафетную палочку первым, но ждет, пока Аяна Коджи возьмет свою, прежде чем начать бег.
Когда Аяна Коджи берет палочку, они вместе бегут к финишу, обгоняя всех остальных участников. Тем не менее, Аяна Коджи позволяет президенту выиграть всего на несколько сантиметров. После тренировки Кии весь класс хвалит Аяна Коджи за отличную пробежку. Сьюзан подходит к нему и благодарит за то, что он помог ей стать лучше. Через несколько часов Сьюзан встречается с Рюаном и Кушивом, чтобы умолять их выполнить свою часть сделки. Но прежде она называет Кушиду предательницей и спрашивает, зачем ей нужно, чтобы ее исключили. Кушида отвечает, что ей нужно избавиться от всех, кто знает о ее темном прошлом. Затем она угрожает, что у Сьюзан будут проблемы, если она попытается рассказать об этом кому-нибудь. Сьюзан смиряется и приступает к делу. Перед этим Рюан говорит Сьюзан, что это он сломал Кирашиде ногу, чтобы травма выглядела серьезной и заставила Сьюзан сдаться. В этот момент Сузуна достает свой телефон и говорит Рюану, что все это время записывала их разговор. Если он сделает что-то неожиданное, она отправит запись в президентский совет. К несчастью для нее, Рюан тоже записывал их разговор. Он говорит Сузуне, чтобы она встала перед ним на колени. Но как только она собирается это сделать, Рюан получает электронное письмо с записью, прикрепленной в виде вложения. Он прослушивает запись и сразу же показывает ее Сузуне. Оказывается, Аяна Коджи заранее записал разговор Рюана с Кин или Шией, когда он попросил ее повалить Сузуну на землю. Рюан тут же прекращает домогательство, и на этом все заканчивается. Сузуна сохраняет свое достоинство. Через несколько дней президент студенческого совета Харикита Мутаба произносит прощальную речь, так как он наконец уходит с поста президента. Новый президент выходит на сцену и рассказывает студентам о своих планах относительно школы. Он планирует превратить всю школу в меритократию и оставить на вершине только тех, кто обладает необходимыми навыками. После выступления Кацураги встречается с Аяна Коджи, чтобы предупредить его о Рюане. Он сожалеет, что связался со змеей, и не хочет, чтобы безжалостный Рюан предал новую звезду школы. Аяна Коджи благодарит его за беспокойство и уходит. Сакура догоняет его и просит встретиться с ней в каком-нибудь укромном месте. Когда они приходят туда, она спрашивает Аяна Коджи, встречается ли он уже с кем-нибудь. Аяна Коджи отвечает, что сейчас он свободен. Сакура улыбается и записывает его номер, а затем смущенно убегает. Ки наблюдает за всем из тени. На следующем уроке Сей показывает результаты промежуточных тестов. Многие ученики сдали экзамен и получили похвалу от Сей. После этого она рассказала им о следующем специальном экзамене, о составлении вопросов. На этот раз весь класс разделится на пары и будет отвечать на вопросы, чтобы получить дополнительные баллы. Но это не повлияет на итоговую оценку. Однако Сей сказала, что вопросы для следующего экзамена будут составлены другими классами. Она объяснила, что через несколько дней отправит электронное письмо с правилами составления вопросов для других классов. После урока Сузуня попросила Аяна Коджи присоединиться к ней на совещании по стратегии, которое должно было начаться через несколько минут. Когда она ушла, Аяна Коджи получил несколько писем от Ки, в которых она спрашивала о его отношениях с Сакурой. Аяна Коджи понял, что она, возможно, ревнует, и сказал ей об этом. Он уже собирался ответить, когда Хирата позвал ее на совещание по стратегии. Он присоединился к Хирате и остальным у лестницы. Вскоре к ним присоединилась Кушида, и это усложнило ситуацию для Сузуня. Она быстро извинилась и отложила совещание. Когда все ушли, она отвела Аяна Коджи в пустой класс, чтобы рассказать ему о прошлом Кушиды. Судя по всему, Кушида была главной подозреваемой в инциденте, который произошел в ее классе в средней школе. Хотя история не совсем ясна, не исключено, что Кушида была замешана в чем-то странном. Аяна Коджи сказал Сузуне, что они должны пресечь проблему с Кушидой в зародыше, то есть исключить ее. Однако Сузуне говорит ему, что хочет попробовать решить проблему дипломатическим путем, прежде чем прибегать к насилию. Аяна Коджи соглашается с ней и отступает. Сузуне благодарит его за то, что он уважает ее желания и возвращается в общежитие. В тот же вечер Юэн собирает всех учеников своего класса и проводит собрание, чтобы вычислить предателя. Он подходит к Мэн, главарю банды, которая издевалась над Ки, и спрашивает ее. Монаби признается в своих проступках и извиняется. Юань говорит, что все в порядке, если она выдаст организатора, который стоит за классом Дие. Рюэн подозревает, что организатором может быть Юкимура или Аяна Коджи. Ибуки, который стоит рядом с ним, говорит, что организатор не может быть слабаком, которого они знают как Аяна Коджи, идеального второстепенного персонажа. Но Рюэн все еще не уверен, кто настоящий организатор. Он достает телефон и звонит Кусиде, чтобы узнать ее мнение. Позже в тот же день Аяна Коджи и Сузуне присоединяются к остальным в кафе, чтобы обсудить стратегию для сдачи экзамена. Сузуне предлагает, чтобы ученики с самым низким рейтингом объединились с учениками с самым высоким рейтингом, чтобы повысить свои шансы на хорошие оценки. Все соглашаются с этой стратегией, и план Сузуне принимается. Они также догадываются, что класс Си — это класс, в котором они будут сдавать экзамен. Той ночью Аяна Коджи получает звонок от Кей. После того, как он берет трубку, Кей продолжает расследование отношений Аяна Коджи и Сакуры. Аяна Коджи говорит ей, чтобы она не беспокоилась о Сакуре, потому что он не собирается с ней встречаться. Перед тем, как закончить разговор, Аяна Коджи просит Ки позвонить ему, если кто-то попытается причинить ей вред. Ки краснеет и кладет трубку. На следующий день после мини-тестов Сей объявляет результаты, и Аяна Коджи узнает, что его напарницей по тесту на перетасовку бумаг будет Сакура. Ки это не нравится. После того, как их объединяют в пары, он организует собрание, чтобы обсудить, как они будут проходить тест на перетасовку бумаг. Кушида отвлекается и вспоминает ужасные подробности своего прошлого.
Через несколько минут она возвращается в реальность и слушает план Харады. Она обязательно включается в группы, чтобы снова предать свой класс. Сузуня и Аяна Коджи внимательно следят за тем, не попытается ли она снова провернуть что-нибудь. Как и ожидалось, Кашида встает и подозрительно уходит из класса. Пока Харада и Сузуня обсуждают это, к ним подходят двое студентов, чтобы поговорить о том, что они плохо сработались в паре. Они оба плохо разбираются в одном и том же, поэтому если их объединить для перетасовки бумаг, будет только хуже. Юкимура подходит и предлагает помочь студентам преодолеть их ограничения и научить их чему-то новому. Сузуня разрешает ему это сделать, но также поручает Аяна Коджи присматривать за Юкимурой и студентами, чтобы убедиться, что они действительно учатся. Аяна Коджи сопровождает их троих на следующем собрании и узнает, что Юкимура действительно хорошо умеет находить проблемы и обучать людей. Юкимура начинает с того, что дает студентам краткий тест, чтобы определить их уровень понимания. После теста он с удивлением обнаруживает, что они действительно думают одинаково. Обучать их будет легко. Пока они занимаются, Аяна Коджи вспоминает, что у него день рождения. Они заканчивают обсуждение теста на перетасовку бумаг и продолжают свой день. По дороге в общежитие Аяна Коджи просит Сузуни подготовить каверзные вопросы для теста на перетасовку бумаг. Сюдзун говорит, что работает с Харадой, чтобы придумать хорошие вопросы для класса соперников. Что касается Кусиды, Сюдзун говорит, что у нее есть план, как с ней разобраться. Перед тем, как уйти, Сюдзун просит Аяна Коджи распустить их учебную группу. Аяна Коджи соглашается и уходит. Но не успевает он далеко уйти, как получает сообщение от Рю, в котором тот спрашивает, кто он на самом деле. В следующей сцене Аяна Коджи и Сакура встречаются в библиотеке на очередном занятии их учебной группы. Сюдзун и остальные присоединяются к ним, и они начинают заниматься. Кусида тоже присутствует на занятии с самого начала и до конца. Когда занятие заканчивается, все, кроме Сюдзуна и Аяна Коджи, уходят. Сюдзун снова говорит о своих разногласиях с Кусидой и обещает встретиться с ней после уроков, чтобы обсудить это. Затем Сюдзун встречается с Кусидой и спрашивает, почему она хочет, чтобы та ушла. Кусида отвечает, что хочет избавиться от всех, кто знал о ее прошлом и учился с ней в одной школе. Сюдзун предлагает ей заключить пари. Если Кусида наберет больше баллов, чем Сюдзун на предстоящих экзаменах, Сюдзун уйдет из школы. В противном случае Кусида должна будет прекратить мешать планам Сюдзун. Кусида обсуждает условия и в конце концов соглашается, увидев, что все устроено в ее пользу. Сюдзун приводит своего брата, чтобы он был свидетелем пари и убедился, что никто не нарушит слова. К вечеру Просида встречается с Аяна Коджи и Сюдзун, чтобы сообщить им еще об одном условии. Если она наберет больше баллов, чем Сюдзун, по математике Аяна Коджи тоже уйдет из школы. Аяна Коджи соглашается на это условие и выдвигает свое собственное. Если он будет следовать условиям Кусиды, то она должна будет рассказать ему о том, что делала в средней школе. Кусида меняется в лице и начинает свой рассказ. Похоже, Кусида всегда была в центре внимания с самого рождения. Ей так нравилось быть в центре внимания, что она думала, что это будет продолжаться и в средней школе. Как и следовало ожидать, она поняла, что не такая уж особенная, и это ее разозлило. Однажды она поняла, что может заслужить одобрение людей, если будет делать за них всю тяжелую работу. Это приносило ей пользу, пока Кусида не устала выполнять за людей всю грязную работу. После школы она вымещала свою злость, писала ужасные вещи о своих одноклассниках в блоге и выкладывала их на всеобщее обозрение. Однажды ученики узнали о ее блоге и начали издеваться над ней за то, что она неудачница. Кусида отомстила, раскрыв секреты всех одноклассников. Это привело к большой ссоре между всеми в классе. Кусида просто сказала несколько слов и отошла в сторону, чтобы посмотреть, как ее одноклассники избивают друг друга, и мальчики, и девочки. Она сказала Сузуне и Аяна Коджи, что знает кое-что о нынешнем классе, Дие может уничтожить их в мгновение ока. Сузуня была шокирована тем, что эта любительница внимания готова пойти на все, чтобы получить то, чего она так хочет. На следующий день, после того, как Сузуня приняла ее вызов, Кусида встречается с Рюаном, чтобы попросить у него вопросы, которые его класс задал классу Ди. Так она точно победит. Рюан спрашивает, что он получит взамен. Кушида говорит ему, что она обязательно передаст ему вопросы для экзамена, чтобы он мог легко подготовиться. Перед уходом она спрашивает его, как продвигается поиск вдохновителя. Рюма говорит, что держит ситуацию под контролем. На следующем занятии Юкимура задает несколько вопросов Мияки и Хаби, двум студентам, с которыми он занимается. Хаби немного жалуется на сложность вопросов, встает, чтобы взять еще стаканчик. Кто-то преграждает ей путь, и она роняет свой стаканчик. Рювен наступает на стаканчик и сталкивается с Аяна Коджи. Он зовет Хайри, одну из своих одноклассниц, чтобы она посмотрела на Аяна Коджи и, возможно, вспомнила его лицо. К сожалению, она его не помнит. Рювен почти сразу уходит. После перерыва на обед все идут за мороженым. Аяна Коджи молчит и слушает, как остальные болтают об мороженом и своей обычной жизни. Он смотрит прямо перед собой и видит, что какая-то женщина подслушивает их разговор. Хазеби пытается укрепить связь в их группе и просит называть друг друга по имени. Якумура говорит, чтобы они называли его Киси, как звали его отца. Все соглашаются, и они идут за мороженым. Однако Сакура выходит из своего укрытия и просит присоединиться к группе Аяна Коджи. После долгих раздумий все соглашаются. Несколько часов спустя Аяна Коджи говорит Ки по телефону, что завтра идет в кино со своими одноклассниками. Он рассказывает ей о ее роли на следующий день и сразу же кладет трубку. После звонка Аяна Коджи получает электронное письмо с поздравлением с днем рождения. Похоже, что отправитель тоже Кей. На следующий же день Сузуня собирает всех в своей группе, чтобы обсудить результаты теста.
Куши желает всем удачи и продолжает улыбаться. Он злится и спрашивает ее, почему она так себя ведет. Она отвечает, что ей некомфортно, что она всегда улыбается и ведет себя мило, хотя в глубине души стыдится этого. Ситуация выходит из-под контроля, и Кей проливает свой напиток на грудь Кушиды. Хирата вмешивается и не дает Кей сделать что-то еще. Аяна Коджи сидит рядом и наблюдает за происходящим. Когда перерыв заканчивается, Кушида встречается с Сей и передает ей свои экзаменационные листы. Перед уходом она просит ее не использовать никакие другие экзаменационные листы, которые могут ей дать другие ученики. Сей кивает и забирает листы Кушиды. Затем Кушида относит экзаменационные листы из класса DU и получает взамен свои. Наконец наступает день экзамена, и все собираются в классе очень рано утром, чтобы написать тест. Когда время подходит, все замолкают и читают свои экзаменационные листы перед началом теста. Кушида в шоке, когда понимает, что вопросы перед ней не совпадают с теми, что дал ей Рю. Она широко открывает глаза, осознав, что проиграла. После экзамена Кушида встает, кипя от ярости, и бежит к Рюан. Когда он просит объяснений, Рю говорит, что она попалась в ловушку Сузуни. Оказывается, Сузуни изначально пошла к учителю, чтобы отдать свои экзаменационные листы. Перед уходом она сказала Сей, чтобы та взяла любые другие экзаменационные работы, которые могла принести Кушида, и разорвала их в клочья, как только та уйдет. Сей так и сделала, когда Кушида принесла ей экзаменационные работы. Сузун дал Рю настоящие экзаменационные вопросы и попросил его обмануть Кушиду до самого конца. Рю подходит к Кушиде и находит ключ от шпаргалки, который она спрятала в своем пиджаке. Затем он оставляет Кушиду наедине с ее неудачей и возвращается в класс. Когда Сузун и Кушида встречаются в следующий раз, Сузун предлагает им забыть прошлые обиды и двигаться дальше. Однако Кушида отказывается и говорит Шулеру, что ей нужно сосредоточиться на следующем человеке в списке – Аяна Коджи. Большая ошибка, девочка. Очень большая ошибка. Рю отправляет вдохновителю фотографию Кюри и угрожает навредить ей, если тот не раскроет себя в ближайшее время. Вдохновитель Аяна Коджи бросает ему вызов и говорит, что будет с ним, если он проиграет. Результаты экзамена по перетасованным бумагам будут известны через несколько дней. Хирата и другие ученики встречаются в кафе на улице. Сначала они радуются тому, что никого не исключили из их класса, а затем обсуждают свой следующий шаг и достижение цели. В это время они видят, как Ичинос из класса Б разговаривает с Анной, королевой класса А. Они немного обсуждают способности Ичинос и решают, что лучше держать ее на расстоянии. Хасёга говорит о Рождестве, а Сакура приглашает Аяна Коджи на свидание на Рождество. Аяна Коджи отказывается и продолжает думать о своем следующем шаге. Он оглядывается, как будто заметил, что за ним кто-то следит, и думает, что на этот раз за ним следит кто-то из класса С. Позже, когда Ки возвращается в общежитие, она замечает, что за ней кто-то идет и начинает осторожничать. В ту же ночь она рассказывает об этом происшествии Аяна Коджи и говорит, что подозревает, что это кто-то из класса С. Аяна Коджи уверяет ее, что он присматривает за ней и просит ее сделать то, о чем он ее просил. Кей рассказывает, что она немного проследила за кем-то и узнала, что кто-то из класса С следит за их занятиями. Аяна Коджи заканчивает разговор и думает, что же задумал Ананджи. На следующий день в школе Суда жалуются, что ученики класса С постоянно пытаются его разозлить. Аяна Коджи хвалит Сузуну за то, что она держит Суну на поводке. Сузуна говорит, что это пустяки, и спрашивает, почему ученики класса С пытаются их подставить. Сузуна спрашивает Аяна Коджи, есть ли у него план, как победить Райна. Как обычно, Аяна Коджи не посвящает ее в свои планы и уверяет, что он все еще заинтересован в том, чтобы поднять свой класс. В этот момент Сузуна достает книгу, которую нужно вернуть в библиотеку, и просит Аяна Коджи вернуть ее за нее. Аяна Коджи приходит в библиотеку и видит, что Хаори пытается читать книгу. Он помогает ей взять книгу, и они разговаривают о книгах. Хаори рекомендует ему несколько книг для чтения, но Аяна Коджи сомневается в ее намерениях. Кто знает, может быть, она еще один шпион, которого Райан подослал, чтобы следить за ним. Хаори говорит ему, что ее это не интересует, и уходит. В этот момент она видит Аяна Коджи в библиотеке и ведет его в кабинет. Там он встречает человека, которого не хотел бы видеть снова, то есть доктора, который обучал его в юности. Немного рассказывается о прошлом Аяна Коджи. Итак, Аяна Коджи – участник очень жестокого эксперимента, проводимого этим человеком. Эксперимент заключался в том, чтобы собрать группу сирот и подвергать их безжалостным психологическим и физическим нагрузкам, чтобы они превратились в бездумных психопатов с выдающимися умственными и физическими способностями. На данный момент Аяна Коджи – лучший образец, который создал доктор, поэтому он хочет вернуть его. Он даже использует печальную историю одного из сотрудников, чтобы заставить Аяна Коджи добровольно уйти из школы. К счастью, Аяна Коджи отказывается уходить, но когда доктор настаивает, приходит отец Сакайнаги, председателя школьного совета, и поддерживает Аяна Коджи. Доктор признает поражение и уходит. Аяна Коджи тоже уходит и говорит Сей за пределами кабинета. Теперь, когда он знает, что угрозы Сейя и его исключения были всего лишь фарсом, он может делать все, что захочет. Он говорит ей, чтобы она больше никогда не просила перевести его в класс А. Позже той же ночью Аяна Коджи звонит Ки, чтобы поговорить и извиниться за то, что игнорировал ее все это время. Она принимает его извинения и спрашивает, почему он никогда не показывал свой ум одноклассникам. Если бы он это сделал, то стал бы знаменитостью. Аяна Коджи говорит, что предпочитает быть незаметным и не хочет ничего менять.
Он заканчивает извиняться и говорит ей, что больше не заинтересован в том, чтобы их класс продолжал заниматься. Он оставит все в руках Сьюзан и уйдет. Прежде чем повесить трубку, Аяна Коджи говорит ей, что это будет их последний разговор, потому что их больше ничего не связывает. Он пытается вразумить его, но это не помогает, и Аначи кладет трубку. На следующий день Аяна Коджи игнорирует Ки и говорит ей быть очень осторожной с учениками класса S. Через несколько часов после начала учебного дня Рюан приходит в класс D, чтобы лично разобраться с зачинщиком. Он замечает, что Коэнджи выходит из класса и приказывает своим головорезам следовать за ним. Сюзанна и остальные понимают, что Рюан что-то задумал и могут попытаться навредить Коэнджи во дворе. Они быстро бегут туда, чтобы не допустить неприятностей. Рюан пытается урезонить Коэнджи, но гордый парень продолжает отвечать на его дерзкие замечания. После короткого обмена репликами Рюан раздражается, когда Коэнджи отвечает ему тем же. В какой-то момент Си Кюн Наджи и ее люди тоже присоединяются к ним, чтобы посмотреть, что будет дальше. Рюан продолжает задавать Коэнджи вопросы, надеясь, что тот проговорится и признается, что он главный в классе D. К сожалению для него, Коэнджи дает ему понять самым грубым способом, что он не главный. Рюан угрожает применить силу, если Коэнджи продолжит оскорблять его. Однако Коэнджи говорит ему, чтобы он сделал это и встретился с ним лицом к лицу. Однако Рюан знает, что не может сделать это открыто и на глазах у всех. Он ненадолго уходит и отпускает Коэнджи. Сакайнаги немного подразнивает Рюана и задевает его за живое. Рюэн реагирует на это и наносит удар ногой в голову Сакайнаги. К счастью, один из ее телохранителей успевает ее защитить. Так что небольшое недоразумение улажено, и Коэнджи продолжает свой путь. Но вдохновитель Рюэна все еще на свободе. Кто же это может быть? Этот вопрос не дает ему покоя. Он спрашивает Судзуну о характере Коэнджи. Судзуна, однако, считает, что поведение Рюэна в последнее время стало странным, и спрашивает, как долго он собирается это продолжать. Рюэн сохраняет спокойствие и говорит, что игра скоро закончится, как только он найдет вдохновителя. Айнакадзи молча наблюдает за происходящим из-за кулис. Той ночью Рюэн выводит двух своих телохранителей на улицу и спрашивает, почему их план по поимке вдохновителя не сработал. Ибуки спрашивает, почему он так хочет поймать вдохновителя. Рюэн отвечает, что ему просто нравится это, ничего больше и ничего меньше. Затем Рюэн решает разыграть последнюю карту в своем арсенале, настолько опасную, что если его поймают, это может привести к его исключению. Он начинает с того, что приглашает приманку встретиться с ним на стройке. Они приходят туда первыми и отключают все камеры, чтобы их не поймали. Температура воздуха близка к нулю, и Рюэн, Азуки, Альберт и еще один парень ждут, когда приманка попадет в их ловушку. Вскоре Кит приходит на стройку и встречается с Рюэном. Она пытается оправдаться, но Рюэн уже решил пытать ее, пока она не назовет имя вдохновителя успеха класса D. Рюэн просит Кей назвать имя вдохновителя, чтобы он не раскрыл ее прошлое. Кейт отказывается предать Аяна Кадзи и молчит. Рюан возвращается и приказывает своим головорезам продолжать пытки. Последний из них, Ишизаки, берет бутылку с водой и выливает ее на голову Кей, чтобы начать процесс пыток. В течение следующих нескольких минут Рюан и его люди пытают Кей, чтобы узнать имя организатора преступления. В этот момент Аяна Коджи выходит из магазина, купив продукты. Тем временем Рюан продолжает пытки. Кей отказывается назвать имя Аяна Коджи. Рюан теряет терпение и поднимает Кей, чтобы сделать с ней что-то ужасное. Рюан продолжает пытать Кей, надеясь, что она проговорится и назовет имя вдохновителя класса D. Но Кей продолжает стоять на своем и не выдает Аяна Коджи. Рюан говорит ей, что встреча с хулиганами была способом Аяна Коджи превратить ее в свою марионетку. Хотя Рюан абсолютно прав в своей теории, Кей все равно отказывается признать его правоту. Рюан хватает ее за волосы и поднимает, чтобы понять, почему она защищает такого жестокого хозяина. Кей считает себя крутой, раз держится до конца. Она все еще надеется, что Аяна Коджи придет и спасет ее. Аяна Коджи отказывается идти на прогулку с одноклассниками. Вместо этого он вызывает Сию в пустой класс, чтобы рассказать ей о происходящем. Услышав, что Рюан делает сихи, Сея пытается договориться с Аяна Коджи, чтобы он помог классу D. Но Аяна Коджи выбирает другой путь. Вместо того, чтобы просить ее о помощи, Аяна Коджи приводит ее к Манову, бывшему президенту, чтобы она стала свидетельницей их плана. Манов соглашается дать показания, что драку начал класс S, если что-то пойдет не так. Взамен Аяна Коджи поможет Сузуне получить официальную должность в студенческом совете. После заключения сделки Аяна Коджи уходит. Она пытается их догнать, но Манаби говорит ей, что Аяна Коджи собирается закончить войну с классом S самостоятельно. Аяна Коджи добирается до недостроенного здания и встречает Альберта у входа. Он представляется Альберту, и тот впускает его внутрь. Войдя, он с удивлением и облегчением видит, что Аяна Коджи сдержал свое обещание. Наконец, Аяна Коджи раскрывает свою истинную сущность как вдохновителя всех удивительных событий, которые привлекли внимание класса D. Ибуки не может поверить его словам. Но Аяна Коджи рассказывает ей о специальном испытании на острове. Руин, увидев, что страх исчез из глазки, убеждается, что Аяна Коджи настоящий лидер класса D. Он смотрит на Аяна Коджи с самодовольной ухмылкой и спрашивает, как он собирается сразиться со всеми четырьмя, чтобы освободить Ки. Аяна Коджи говорит, что справится с ними в одиночку, так что для него это не проблема. Аяна Коджи не боится и бросает вызов Рюану. Ишизаки идет первым, Альберт вторым, а затем Руин третьим.
Аяна Коджи шокирует Рюана и показывает свои боевые навыки. Через несколько минут он сбивает Альберта и Ишизаки с ног. Прежде чем продолжить бой, он говорит Рюану, что их присутствие здесь было частью плана по устранению проблемы с классом S. Ибуки бросается на него, и Аяна Коджи сбивает ее с ног. Теперь они сражаются 1 на 1. Рюан, не владеющий никакими боевыми искусствами, использует свои навыки уличного бойца, чтобы одолеть Аяна Коджи. Но Аяна Коджи видит его движение и несколькими ударами сбивает его с ног. Во время боя Рюан говорит Аяна Коджи, что никогда в жизни ничего и никого не боялся. Аяна Коджи отвечает ему, что никогда не боялся ни его, ни кого-либо другого в школе. Он мыслит логически и никогда не действует под влиянием эмоций. Аяна Коджи, сбив Рюана с ног, заставляет его испытать то, чего он никогда не чувствовал за всю свою жизнь – страх. Аяна Коджи сбивает с ног могучего Рюана и подходит к Аяна Коджи. Он извиняется перед Ки за то, что пришел позже, чем обещал. Затем он спрашивает ее, почему она не назвала его имя Рюну. И плачет и говорит, что даже не знает. Аяна Коджи обнимает ее и обещает, что никогда больше не отпустит. На следующий день Имуки приходит в комнату Рюна, но не находит его там. Она пыталась дозвониться до него, но он не брал трубку. Затем она бегает по школе в поисках его и, наконец, видит, как он идет к школьным воротам весь в бинтах и спокойный. Впервые в жизни Рюан извиняется за то, что использовал Абуки. Он даже отдает ей свои баллы и отказывается от титула тирана класса Си. Абуки не узнает эту сторону Рюана, поэтому пытается уговорить его снова стать лидером класса Си. Рюан, который, кажется, принял решение, говорит Ибуки, что сдался и больше не будет доставлять проблем. Ибуки злится и уходит. Аяна Коджи, который все это время подслушивал, решает воспользоваться новым образом Рюана. Тем временем Кей сидит в своей комнате и думает об Аяна Коджи, о том, как самый слабый парень в классе справился с 4 взрослыми, чтобы спасти ее. Когда она наконец осознает это, уже слишком поздно. Она влюбилась в психопата, которого все знают как Аяна Коджи. Позже она собирается с духом и идет гулять с Сакурой. Сакура рассказывает, что хочет пригласить Аяна Коджи на свидание в Рождество. Она показывает Кей план свидания и просит ее оценить его. Кей просматривает план и узнает, что Сакура хочет пригласить Аяна Коджи на свидание. Кей очень ревнует и начинает задавать странные вопросы о свидании. Когда она узнает, что свидание будет в Рождество, она решает пойти на двойное свидание с Хиратой, чтобы подсмотреть за ними. В тот вечер Кей думает о планах Аяна Коджи на свидание. Пока она размышляет, она видит, что Аяна Коджи звонит ей. Он просит ее найти информацию о Сакуре. Когда она заканчивает, она должна отправить ему результаты по почте. Он сразу же кладет трубку и оставляет Кей без сна. В тот же вечер Аяна Коджи встречается с Сузуной, чтобы поговорить о ее назначении в студенческий совет. Он говорит ей, что ее старший брат договорился с ней, чтобы она попала в студенческий совет. Сузуна не верит Аяна Коджи, но Аяна Коджи звонит ее брату и дает ей телефон. После разговора с братом Сузуна понимает, что Аяна Коджи говорил правду. Аяна Коджи уходит и желает ей хорошего дня. Далее Аяна Кадзи зовет Рюана на встречу в уединенное место. Когда Рюан приходит, Аяна Кадзи хвалит его за то, что тот продержался до конца. Рюан клянется в верности Аяна Кадзи и спрашивает, что тот собирается делать дальше. Аяна Кадзи говорит, что собирается устранить человека, который саботирует класс Ди. Он обещает как можно скорее выгнать Кушиду. На следующий день Сакура встречается с Аяна Кадзи. Ки и Харада присоединяются к ним позже, и они начинают свидание. Они идут в кино, чтобы посмотреть несколько фильмов, а потом идут в ресторан. Пока они пьют чай, Ки внимательно следит за Аяна Кадзи, пытаясь понять, нравится ли он Сакуре. К вечеру свидание заканчивается. Сакура провожает Аяна Кадзи до уединенной аллеи и просит его стать ее парнем. Аяна Кадзи извиняется и вежливо отказывает ей. Сакура плачет и убегает в свою комнату в общежитии. Когда она уходит, Кай выходит из укрытия. Через несколько часов он спрашивает Аяна Кадзи, почему тот отказал Сакуре. Аяна Кадзи говорит, что Сакура не может заменить Кей. Он улыбается и дарит Аяна Кадзи подарок.